Дорогие друзья, ну что ж, всех приветствую на канале. У нас сегодня в гостях просто уникальная личность. На канале такого опыта еще не было. Орех Рах, геймдизайнер Танков Онлайн. Орех, ну что ж, поздоровайся. Да, всем привет. Здесь Орех. Я собираюсь рассказать немножко про классику, но это рассказ будет не про что конкретно там будет. До этого мы еще успеем дойти. Сперва мы должны обсудить более важные вопросы, а для меня очень важный вопрос — это что такое классика вообще. Я предупредил тебя перед интервью, что это интервью будет интересным, потому что вопросы задавать буду я даже в некоторых случаях. Конечно, у тебя вопросы будут, но они будут чуть попозже. Сперва я задам. Почему именно ты? Давай я начну с этого. Почему я пришел к тебе? Давайте, да. Тоже мне самому интересно. Есть, разумеется, более популярные ютуберы, мы к ним, разумеется, придем и расскажем более подробные вещи, но с тобой я хочу обсудить по особенным причинам. По сути, это две причины. Первая причина — у тебя есть богатый опыт в классических танках онлайн. Это все эти пиратские проекты, G-Tanks, MyTanks, SportTanks, насколько я знаю, ты в них во все играл, да? Ну, я играл, да, но альтернатива плохо про меня думает. Я их никогда не снимал, но я играл в них. Вот мы не думаем про тебя плохо, мы в курсе. Вы в курсе, все хорошо. Вот. Разведка работает. Я знаю, что ты в них играл, да, и самое главное, что у тебя есть про них опыт. А да, как ты понимаешь, здесь этот опыт очень пригодится. Да. Это первый момент. И второй момент, почему именно к тебе. Потому что в твоем первом видео, которое ты снял по текущим танкам онлайн, когда начал про них снимать, в первом же видео ты сформулировал парадокс. Парадокс старых танков, парадокс даже не относящийся именно к про-танкам, а вообще ко всем классическим танкам, как я считаю. Мог бы ты этот парадокс повторить для зрителей? Да, значит, в чем заключался парадокс старых танков? Многие игроки, они просили и просят до сих пор вернуть старые танки. Просят, просто огромное количество игроков существует, которые вот не могут никак угомониться, они все просят вернуть старую версию. В чем парадокс? То есть мы возвращаем старую версию, все, игроки играют, но без обновлений, куда эта версия будет двигаться? То есть где обновление, как эта версия будет развиваться дальше, непонятно. То есть вроде как старые танки возвращают, все, они вернулись, но в течение времени какого-то, проходит там год, 2, 3, игрокам начинает надоедать. То есть, да, это версия. И что происходит дальше? Ну, то есть, почему все просят старую версию? Почему просят? Почему просят, мы знаем. Потому что ностальгия, игрокам нравится, прошлое вспоминают, и раньше было лучше, и я это все прекрасно знаю. Гораздо более интересный вопрос, наблюдал ли ты, я думаю, что наблюдал, как бы противоречивая просьба от игроков. То есть, с одной стороны, вот мы хотим старое, но а где новое? Где, допустим, пушка Вулкан? Где, допустим, пушка Страйкер? А будет ли вводиться пушка Магнум? В таком духе, да, ведь? Да, вот это просто огромнейшая, наверное, вот проблема, парадокс, вот как угодно можно называть. Есть игроки, которые просят, чтобы вот верните старую версию, вот 2010 года кто-то просит, кто-то 2015, кто-то просит вот Вулкан верните, кто-то Молот, кто-то даже просит овердрайвы, чтобы вот были вот в первоочередном виде, которые они были, вот у каждого корпуса, когда они одинаковые были. Да, слушай, получается интересная ситуация. То есть, с одной стороны, мы хотим как старое, но вот как только мы отыграем хоть чуть-чуть в этом старом, получается, мы хотим, чтобы в этом старом появлялось новое, но все знают, к чему это тогда приведет. Да. Это и создает самый главный парадокс, как мне кажется. И очень четко ты его сформировал в своем первом видео. И я считаю, что этот парадокс мы обязаны сейчас разобрать, потому что классика на этот парадокс каким-то образом должна ответить. Потому что танки онлайн, они никуда не исчезнут, они остаются, они продолжат развиваться. Планы разработки, как видишь, и количество обновлений никуда не останавливается. Соответственно, появляется вопрос, как мы поступим тогда с классикой. Насколько мне известно, в индустрии сейчас есть два подхода к такому вопросу. Один из них — это просто сделать, по сути, игру-музей. Да, то есть вот у вас есть какая-то старая версия, вы в нее приходите поиграть, спасибо, до свидания, и вы из нее уходите. И второй подход, да. Мы можем аналогию с CS 1.6 приводить. Мы можем даже аналогию с Warcraft привести, потому что это да, Warcraft, давай Warcraft тоже возьмем. Это можно. Вот два примера. Либо подход Counter-Strike, либо подход Warcraft. О чем я говорю? Подход Counter-Strike. Ты делаешь 1.6 живет вечно, все в него играют, все довольны. Все верно? Да. И подход Warcraft. Это именно World of Warcraft, который запустил классику, которая потом превратилась в Burning Crusade, потом Wrath of the Lich King, а потом перезапустилась обратно на начало. И это похоже на подход еще Lineage, но я не думаю, что здесь люди помнят Lineage, поэтому назовем это подходом World of Warcraft. Я смотрю, ты любитель, да, вот Warcraft вообще, в принципе?
Я очень много играю в игры, и, по сути, именно модерская сцена Варкрафта — это то, как я попал в геймдизайнеры, но мы про меня не будем, мы вместо этого будем говорить гораздо интересное про классику. Небольшая просто справочка. Да, и что получается? Вот эти два подхода, они оба имеют свое право на жизнь. Как бы ты хотел видеть танки онлайн? Танки онлайн, в которые как бы зафиксированы в каком-то состоянии, и вот они такие, какими я их помню, я приду поиграть, а там уже разочаруюсь, не разочаруюсь, это не важно, я приду еще раз поиграю. Или это подход похожий на World of Warcraft, когда у тебя выходит там обновление 1.100, 1.123, ребаланс, потом разделяются краски с резистами, потом появляются постепенно пушки, а потом все перезапускается и начинается сначала. Слушай, ну у меня вообще вот немного другая точка зрения. Я в последнее время отталкиваюсь, ну я же ютубер, я отталкиваюсь от того, что люди пишут в комментариях и так далее. Идеальная просто вот возможность, идеальный вариант — это сделать две версии. То есть новые танки для определенной аудитории и аудиторию для старых танков. То есть и тот проект. Ну, не будем скрывать, что огромное количество аудитории хочет видеть танки классик, старые танки и так далее. То есть, в моем понимании, танки, они должны быть, они должны удовлетворять потребности всех игроков, зрителей. Ты совершенно правильно ответил, но ты немножко не в ту сторону ответил. Смотри, почему. Я тебе напомню, что с танками онлайн ничего не произойдет, они продолжат двигаться по своей текущей стратегии. Я не говорю, что они закроются. Эта аудитория, она останется. Вот если вы хотите обновления, у нас есть игра с обновлениями, вы в нее продолжите играть. Я не зря сказал про отдельную аудиторию в новых танках онлайн, потому что новые танки онлайн, несмотря на то, что огромная аудитория есть в старых танках, новые танки никто не собирается бросать. В том числе я. Мне нравится, вот лично мне нравятся новые танки онлайн, я не собираюсь их бросать. Это замечательно, но вопрос был конкретно про классику и ее состояние. А именно как я отношусь к классике. Да. Вот. Именно классика. Классика должна быть как 1.6 зафиксирована, как Counter-Strike 1.6 зафиксирована в одном моменте. Я более широко как просто World of мыслил. Warcraft. Все, я понял. В моем понимании, в общем, вообще классика, что это такое? Когда в первый раз я увидел танки Classic Site, этот анонс в видеоблоге, у меня в голове была какая версия танков онлайн? Это 2010-2011 год. Ну вот классика. Ну, то есть понятие классики вытекает, что это вот версия до ребаланса. И у меня так вот было. Но все игроки почему-то думают, что классические танки — это какие-то другие танки. Вот мы пришли к выводу, что это 2013-2015 год, примерно вот этот промежуток времени. Вот, они считают так. Какой вывод? Вывод в том, что игроки, вот кто в какой год начал играть, в такой год они считают классической версией. Но объективно, если мы будем считать, то классическая версия — это именно первая версия до ребаланса, в моем понимании. Вот у меня так. Ты меня спрашивал, какое мое понимание. Да, я тебя понял. Конкретная версия, мы об этом обязательно поговорим. Что вот меня интересовало осветить, какой вопрос. Это должна ли быть классика, чуть-чуть более абстрактная мысль. Должна ли быть классика, допустим, версии только, допустим, релиза 100, там, не знаю, 100-200, 120, извини. Допустим, вот это только конкретно, допустим, например, 13-й год, да, сразу после ребаланса, допустим, до баланс первый. Допустим, вот только вот эта версия, и больше никогда там не появляется ни новых пушек, ни новых там устройств, например, ни новых скинов. Вот это зафиксированная версия, в которой мы играем. Или вот эта версия, допустим, назовем ее там 120, как я сказал, первый добаланс, допустим, дальше это было где-то 140, не помню. Но потом как бы выходит обновление, не знаю, там назовем его добаланс 2, и у нас появляется, допустим, пушка Страйкер. Так. Через, допустим, год, да? Так. А потом через 2 года, допустим, появляется пушка, ну, не знаю, Магнум. Опять же, говорю чисто на примере, да? Да. Какие-то изменения в самой игре происходят, там, не знаю, начинают продаваться золотые ящики и все такое. И вот через 3 года цикл повторяется. То есть мы все это останавливаем, игру, типа, сбрасываем до состояния снова в первый добаланс, и вы снова начинаете проходить путь заново. Понимаешь, о чем я? Да. Ну, я думаю, что у танков классики должны быть конкретные рамки. То есть, я не знаю, вы уже определили, как разработчики, рамки там классик? Мы к этому еще попозже подойдем. Слушай, это хороший вопрос. Я сейчас обязательно должен сказать, чтобы зрители тоже не потерялись. У нас есть представление, что именно мы хотим. Да, что такое в вашем понимании танки классик? И вот чтобы это объяснить, потому что это непростая мысль, нам придется с тобой проотвечать на все эти вопросы, еще и потому, что я, разумеется, слежу, наблюдаю, как игроки на все это реагируют, и я вижу очевидную проблему, на которую в одном из пунктов мы с тобой обсудим, это что, ну, как ты уже сказал, игроки, они предлагают вообще все и сразу, причем я видел даже с примерами, типа, сделайте классику с HD-текстурами, на что я... У меня нет столько бровей, чтобы их высоко поднимать, но, тем не менее, я даже такой фидбэк услышал. Да. И для меня это, очевидно, проблема, ее тоже, очевидно, надо как-то решить. Поэтому, да, у нас есть четкое свое представление, что мы собираемся сделать, и нет, это не до обновления 1.100,
То есть совсем те танки, совсем старые, это, не знаю, тупо классика, назови, если хочешь. Да, до ребаланса она слишком старая, она слишком устаревшая, и доставать ее очень тяжело, и там количество контента настолько сильно ограничено, что я не думаю, что слава богу, друзья, слава богу. Да, но мы сейчас до этого дойдем. Есть вещи в старых танках, которые, имею в виду именно танках до ребаланса, которые мне были интересны. Мы сейчас к этому вернемся. Давай сперва зафиксируем на первом этапе, что определение классики для нас все-таки это классика, это, допустим, старые танки где-то начиная после ребаланса и до... Мы пока не знаем, какого времени. Но самое главное, что это игра, которая вот находится в одном состоянии. Вот мы ее как-то сделали, и она в этом одном состоянии существует. Мы там не собираемся ее развивать, мы не собираемся туда добавлять новые вещи, потому что в этом случае эта игра потеряет право называться классикой, как я считаю. Поэтому ты так же? Я считаю абсолютно точно так же, потому что я уже на стримах 100 раз предлагал вот эти вот временные рамки, исходя даже с названия танки классик. Это танки, которые не должны выходить за определенные рамки. То есть, в моем понимании, пока мы еще до твоего интервью, я не знал, что там эту уникальную информацию, я подразумевал так, что это танки после ребаланса и до введения овердрайвов, устройств, дронов, страйкера, вот такие вот промежутки временные. И, насколько я помню, это 2013-2015 год. Вот этот год общепринятый Давай считать классикой. Про годы. С годами у меня самое интересное опыт именно с каким годом кто что ассоциируется в танках онлайн, потому что со стороны разработчика это выглядит особенно интересно, потому что, смотри, мое первое наблюдение. Люди, говоря про годы, совершенно забывают, что танки онлайн — это версии. Сейчас вышло обновление 400 уже запредельно какое, да? И разработчикам, даже чтобы восстановить какой-то, там, не знаю, год в танках онлайн, это вопрос, какую из примерно 50 версий, которые вышли в этот год, вы имеете в виду? И вот здесь возникает очевидная проблема, что игроки не только про год не могут договориться, да, они говорят как бы на эмоциях, да? Да, в этом проблема. С эмоциями у меня второй интересный, там, допустим, тоже назовем это парадокс, происходит, что я вижу, что игроки всегда просят вернуться, во всяком случае, фидбэки, которые до меня успевают доходить, вернуться на 4 ровно года назад. Чтоб ты понимал, 4 года назад — это не сейчас, это всегда. То есть в 2019 году мне предлагали вернуться на 4 года назад, в 2021 сейчас мне предлагают вернуться на 4 года назад, потому что вот 4 года назад танки онлайн были само то. Как ты понимаешь, из этого очень сложно сказать, какой год кому нравится. Да. Плюс я тоже, как и ты на стримах, я тоже наблюдаю, читаю, что люди пишут, и я тоже готов отметить, что даже если попытаться провести опрос, да, типа конкретный год даже, довести до конкретного обновления, произойдет интересная вещь. Не будет ни одного момента в танках, за который проголосуют все. Это будет скорее размыто примерно, с небольшой разницей, примерно по годам, да, с некоторым пиком в районе 2014-2015 года, но найдутся все, кто проголосует за каждый год в танках онлайн, уверен, даже за каждое обновление. Есть на это объяснение, потому что вот каждый игрок... Да. Такое ощущение сперва, расскажи мне. Это даже не ощущение, это вот по-любому, вот каждый игрок, вот я лично вообще с 2011 года играю, то есть я вот тоже, если этой теории... подтверждать ее, то я голосую за 2011 год. Я не знаю почему, но реально мне она больше всего нравилась. За тот год, в который ты пришел в танки. Да. Ты, кстати, в каком году в танки пришел? Может? В 11-м тоже. Тоже в 11-м. Круто. Буквально с самого начала, то есть после Нового года с 2010 на 11 я именно в январе как раз начал играть, поэтому считай весь 11-й застал. Круто. Вот, и каждый игрок, то есть в каком году, кто-то в 13-м начал играть, он голосует за 13-й год, кто-то в 15-м за 15-й год. Есть даже люди, которые в 20-м начали играть, и не голосуют за 20-й. Но все равно есть у нас четко, у меня на канале даже был опрос по поводу, какой год должен быть в танке классик. Все равно с отрывом побеждает год 13-15. Второе место 2010-11, и потом уже все остальное, 3-4, это уже более последние года. Про 13-15 год тоже есть очень интересная штука. Я уверен, ты наверняка вбивал в Google Trends танки онлайн, конечно. И смотрел на этот график, да? Да, конечно. И у меня есть огромное представление, что этот график очень много влияет на этот фидбэк, он одновременно формируется этим фидбэком и сам дальше формирует фидбэк, то типа 13-15 годы лучше. Но так ли это? И почему именно в этом моменте график был самый большой? Вот ты как думаешь? Во-первых, я застал сам это время, 14-15 года. Я на своих, когда я играл, я застал пик онлайна,
я не знаю, у вас какая там информация, но лично я на своем опыте видел, что это был 15-й год, после StarLadder, когда впервые в игре были X5 фонды, тогда был онлайн в игре зафиксировано 150 тысяч игроков одномоментно, вот в сутки прям, нет, одномоментно. Нет. Четкая цифра — это 132 тысячи. Да, 132, поменьше даже было, да? Максимально был именно 132 тысячи, плюс, я уверен, некоторые из наших разработчиков поспорят, что это неправильно, потому что через 2 года мы сделали очевидную доработку в работе игры, которая дропала коннект игроков гораздо раньше, после того, как они закрывали вкладку и выходили из игры. В тот момент, когда мы сделали эту доработку, число игроков в игре никак не изменилось вообще после этого обновления. Однако онлайн после этого резко упал на 20%. Это значит, что в игре даже 132 тысяч на самом деле не было, и их нужно сбрасывать процентов на 20. То есть, игра взяла 100 тысяч онлайна, но никаких 150, никаких 200 и там 500 000 там точно никогда не было. Если кто-то говорит о 500 000, то это... Тут нужно, извини немного за терминологию, но это важно поговорить. Что такое онлайн? В терминах индустрии это называется PCCU, то есть Peak Concurrent Users Online, то есть сколько одновременно активно в игре находится. Ты наверняка знаешь, что средний человек не сидит 24 часа в сутки. Конечно, да, естественно. Люди сидят по часу, вечером онлайн один, ночью онлайн другой. Это означает, что за день активных игроков сильно больше, чем весь онлайн. То есть если у вас онлайн, допустим, 100 тысяч, то активных игроков у вас, допустим, может быть от 500 000 до 1 миллиона за этот же день, просто исходя из того, какая средняя сессия у игрока. Во-первых, давай зафиксируемся, что онлайн — это именно пиковое число игроков в моменте, и оно не превышало по числам 132 тысячи игроков, а по факту оно, скорее всего, было около, 100-110 тысяч. Вот это потолок игры. Вот такая, друзья, у нас инсайдерная информация от Ореха. Многие, я не знаю, просто у меня есть шорты, вообще в комментариях под видосом у меня пишут, что Ник, ты какой-то бред несешь, какие 150 тысяч? Мы пришли к выводу, что было максимальный рекорд 100 тысяч, одномоментно, да, так скажем. Не в месяц, а одномоментно. Многие писали, у нас вообще-то онлайн был одномоментно 1,5 миллиона, 2 миллиарда, кто-то пишет. Я тоже это люблю. Я всегда, когда с людьми разговариваю, я наблюдаю один и тот же эффект. Если выгодно, чтобы цифры были большие, мне скажут, что было 150 или 200, а если наоборот, то у вас 90 тысяч было, и привет. Я в этом живу, но факт вот такой. Но давай вернемся обратно немножко к вопросу. Это касательно про год и популярность. Давай, да. Да, этот онлайн был действительно на пороге 2015 года, то есть с 14 по 15 год. В моем представлении у игроков есть иллюзия, что если там был пик онлайна, то это был пик танков онлайн. Типа пик по их геймплею, по их состоянию и все такое. И вот это немножко опасная штука. Считаешь ли ты, что геймплей в 2015 году, если ты его, конечно, помнишь, действительно был пиковым в танках онлайн? Если разбирать именно момент геймплея, естественно, что в сравнении с сегодняшним геймплеем он уже такой более медлительный, более устаревший, это все понятно, но это объективно. Но почему именно хотят этот геймплей? Потому что какое-то сложилось общее впечатление у игроков, что именно вот такими танки онлайн должны выглядеть. То есть классические танки онлайн, как в 2015 году были, ни больше, ни меньше, ничего не нужно. Конечно, в сравнении с новыми танками это максимально устаревший геймплей, но игроки почему-то хотят именно так, чтобы танки выглядели. Опять же, это мы возвращаемся к парадоксу. Танковый парадокс любви к старым танкам. Любят именно эту версию. Понимаешь? Но именно в этой версии хотели больше всего развития, и, как говорится, к чему нас это привело, да? Да, в этом же моменте они хотели развития. И страйкер тогда добавляли, и все было хорошо. Интересный вот этот самый момент про классику, который я считаю очень важно разобрать. Почему? Потому что, да, когда у вас пик онлайна, вам кажется, что это пик игры, но что такое пик игры? Да, там был StarLadder, были многие интересные вещи происходили, но для танков онлайн, как проекта, это был уже тогда закат. То есть начиная с 2015 года на проекте фактически был поставлен крест. Вот так, да, значит. Потому что, да, после 2015 года я стал PM-ом, то есть проект-менеджером, и занимался такими вещами. И, по сути, в тот момент на танках онлайн у меня осталось только 2 разработчика, чтобы делать ивенты. Все остальные разработчики были перенаправлены на новые перспективные проекты. Одним из них потом, которые стали танки Classic. Танки Classic. Танки X, разумеется. Да. Оговорочка по Фрейду. Слишком давно, да. Стали из них именно танки X. Но на тот момент, на этом самом пике онлайна, танки онлайн для нас закончились. Почему? Почему? Главный вопрос, почему?
Очень интересный вопрос, потому что вот этот пик онлайна, его судят именно по числу игроков, и, разумеется, да, StarLadder, число игроков, это все классно, замечательно. Да. Но с точки зрения бизнеса у проекта были очевидные проблемы. И в этот момент, вот именно на пороге 2014-2015 года, все стало, по ощущениям, становиться хуже. Потому что оно до 2015 года стало очень плохо. О чем я говорю? Смотри, произошло одновременно несколько вещей, и все они, как говорится, случились в один момент. Первое и самое важное — изменился интернет. Так, да. Интернет — это такая интересная штука, из которой ты, собственно, получаешь игроков в игру, да. И интернет до того времени, особенно в русском сегменте, еще более-менее работал через баннеры. И если ты помнишь... Вот как ты пришел в Танки Онлайн? Ты помнишь, как ты пришел? Я понимаю, к чему ты клонишь. Да. Была реклама у Танков Онлайн через баннеры и так далее. Я тоже эти опросы у зрителей проводил. Но парадокс, опять, еще один парадокс был в том, что игроки приходили по сарафанному радио. То есть я пришел в игру от друга я пришел. Это формировалось из-за нескольких вещей. Смотри, баннеры — это тоже как я пришел в игру. Да? И тут интересная вещь, что... как-то безмолвное большинство, оно приходит не от друга, оно приходит в основном по баннерам. Баннеры — это платный трафик. То есть если в интернете есть баннеры, за них кто-то платит, чтобы там висели Танки Онлайн. И я вот был одним из тех игроков, который на каком-то сайте кликнул на этот баннер, пришел в Танки Онлайн и остался в Танках Онлайн. Целевая аудитория. Да. Кроме этого, есть еще и реферальная система, которая работала тоже на самом деле через баннеры. То есть там было две кнопочки. Первая — это ссылка, то есть вот приходи, регистрируйся по моей ссылке, и со временем мы стали, все игроки стали использовать только эту систему. Но до нее они использовали баннер. Там буквально был код на HTML. Ты берешь этот код, вставляешь в страничку, у тебя на страничке появляется баннер, и если ты, например, зайдешь, не знаю, там, откопаешь, допустим, древний сайт sixbarrel.com, который принадлежит ютуберу Иванычу, если помнишь, что было, да? Конечно. Да, то у него это было сделано именно через баннер. И вот эти сотни тысяч игроков, там десятки тысяч, которых он привел, они пришли именно таким образом. Это как работал старый интернет. Да, вот интернет в этом плане начиная изменился. с 2014-2015 года, как ты знаешь, произошло много всего. Во-первых, да, игры ушли в социальные сети. И это, мягко говоря, катастрофа была в тот момент, потому что тогда еще там баннерная реклама через социальные сети, она не работала. ВКонтакт, например... Не было еще рекламы? Далеко не сразу, да, начал баннеры вообще вешать, если ты помнишь, да? То есть это еще было времена стены, которые не вернули. Да, но вот баннеры, там они еще таким образом не существовали. Но существовало сарафанное радио. Тут я тоже отвлекусь на секунду в терминах индустрии. Это называется либо покупной трафик, то есть трафик — это, собственно, пользователи, игроки, которые приходят играть в игру, либо органический трафик. Органический трафик — это люди, которые приходят, либо их пригласили, либо они просто искали что-то на эту тему и нашли его сами. То есть мы до них никак не дотягивались, они нашли нас самостоятельно. Да, мы тут не различаем, они были приглашены другими игроками сарафанным радио или нашли самостоятельно. Главное, что они это сделали, это все называется органический трафик. И произошла интересная вещь, то есть в 2014 году мы поняли, что покупного трафика больше не будет. А почему? Он значительно подорожал. То, что мы могли в начале Танков Онлайн приглашать там в игру, там, не знаю, за наши баннеры там десятки, сотни игроков в день, да, превратилось в 1, 2, 3 за те же деньги, и мы решили, что у нас просто больше нет таких денег, несмотря на то, что тогда был пик онлайна. Наверное, пик по деньгам, да? Как казалось бы. Бюджет у проекта уже перестал сходиться именно в тот момент, в 2015 году, как ты себе представляешь. Но в чем это была проблема? В том, что интернет изменился, или из-за того, что Танки Онлайн были недостаточно функционально монетизированы, как сейчас это происходит? Слушай, ты сейчас смотришь в интересный момент, потому что это называется revenue over investment. Это тоже из терминологии из индустрии. По сути, как это работает? Сколько денег ты можешь потратить на пользователя, чтобы он пришел и потратил у тебя больше, чем ты потратил на него? Грубо говоря, ты покупаешь его за $1, он приходит, дает тебе $1 и 1 цент, или если хотите в рублях, ты за 100 рублей его покупаешь, он приходит, дает тебе хотя бы 100 рублей и 1 рубль сверху, все, ты в плюсе. Супер. И это схема, по которой работают, внимание, пригодится в будущем, мобильные проекты. Вот так. То есть практически все мобильные проекты сейчас в индустрии, они, по сути, работают именно через вот этот трафик. У них гигантские обороты там за $100 миллионов и все такое, но это выглядит примерно следующим образом. Ты с игры зарабатываешь $100 миллионов, 99 миллионов ты сразу тратишь на трафик. На 1 миллион ты живешь. Это как работают мобильные проекты. Танки Онлайн в этом смысле оказались фантастическим проектом, потому что если в мобильном проекте выключить трафик,
да, Да. он погибает примерно за 3 месяца. Мгм. То есть каким бы он крутым не был, все, он просто сдохнет в ноль, и в нем не будет никакого смысла ничего разрабатывать и инвестировать, потому что он просто перестанет окупаться. Вот. Также вот мобильные проекты, они купили трафик, они заработали на трафике, они продолжили дальше, трафик останавливается, все, проект заканчивается. Танки онлайн в этом смысле оказались очень интересным экземпляром в мире компьютерных игр, потому что они, с одной стороны, это, знаешь, такой браузерный, ну, потом еще даже чуть-чуть мобильный проект, который именно по такой схеме и живет, но у него чудовищно мощная органика. Мгм. Потому что, начиная с 2015 года, мы фактически больше не рекламируемся вообще. Совсем. Вот так прям. Полный ноль. Ну да, мы, разумеется, иногда проводим испытательные закупки. Только YouTube? Мгм. Про YouTube мы сейчас дойдем, да. Но Хорошо. смотри, мы проводим испытательные закупки, чисто проверить, как у нас работает там туториал начала игры. Мы все еще видим, что есть проблемы, над которыми надо работать, и Мгм. постепенно работаем. Но промышленных закупок трафика у нас не было с тех пор. Весь этот бюджет потом укатился в Танки X, я отдал ему честь и до свидания, но про это в отдельную сторону поговорим. Танк X другая тема Да. вообще, конечно. Тем не менее, вот уже прошло 10 лет, и органический трафик никуда не делся, Танки онлайн все это время живут именно за его счет. За счет людей, которые просто приходят и продолжают играть в игру. То есть для других проектов это была бы катастрофа, и о том, что проект не покупая трафик, способен жить так много времени, ну, я тебе честно скажу, даже в индустрии некоторые просто поднимают бровь, присвистывают и такие, типа, вы что, все еще живы? Это как Да, вообще? даже вспомните те же аналоги, которые раньше были, там, Allo, онлайн какие-то, ну, я про браузерные игры, они все вымерли уже. Танки онлайн до сих пор на плаву, уже 16-й год пошел, и вот без Да. рекламы какой-либо, да. Теперь давай вернемся снова. Вот 14-15 год, почему мы в этот момент закрыли, по сути, для себя внутри Танки онлайн? Потому что флеш. И это очень-очень важно понимать. Потому что флеш... Я понимаю, что игроки сейчас вполне могут установить себе на компьютер этот Adobe Air, через него запускать флеш. Да, да. Вот Но здесь про есть это большие споры ведутся. очень большая проблема. Потому что все флеш-проекты, кроме Танков онлайн, вымерли в интернете не просто так. Мгм. Грубо говоря, если ты продаешь там рекламу или баннер по игре, да, и пользователь кликает на баннер, сейчас я увижу что-то замечательное, и первое, что он видит, это установите флеш-плеер, мы его не рекомендуем делать, потому что он уязвимый, и поддержку мы остановим. Мгм. Это первое, что пишет каждый браузер в этот момент, понимаешь? Ну, с точки зрения маркетинга отталкивает вот это вот и надпись. Это не просто отталкивает, это катастрофа. Мало того, что ты ставишь дополнительную преграду, которой нужно что-то куда-то нажать, какие-то галочки в настройках. Лишний Ой, в геморрой, настройки я не короче. хочу лезть, Да. я не разбираюсь, да. Это не только лишний геморрой, но смотри, еще и посыл. Мы это выключим, ты точно хочешь играть и тратить деньги в этой игре? И это катастрофа. То есть мы могли, разумеется, перейти, остаться жить на скачиваемом клиенте, но это бы нас убило буквально бы там за год, гораздо быстрее, чем вот эти все 10 лет, которые мы сейчас существуем. Флэш, мало того, что его просто прикончили в интернете, но его сейчас пытаются прикончить еще и на уровне операционных систем. То есть слишком уязвимая технология и так. все такое. А теперь представь себе такой вопрос. Мгм. Вот у тебя есть официальная компания, у которой есть люди, которые, как говорится, отвечают перед законом, да, на любые проблемы. И если ты пытаешься этой официальной компании раздавать людям флеш-версию игры, которая имеет известные уязвимости, Мгм. и тогда пользователей этой игры можно таргетить этими известными уязвимостями и там получать доступ, не знаю, к их... Хорошо, если только почте, но, наверное, даже к банковским картам. Как ты думаешь, долго такая компания вообще выживет, в легальном поле? Не, ну, конечно, нет. Конечно, объективно нет. И вот это гораздо более серьезная проблема, потому что я понимаю, что игроки просят, типа, что вам мешает просто сделать флеш-версию и запустить ее на клиенте и выложить, как это делают пиратки? Нам мешает закон. Мгм. Если мы это сделаем, то есть даже если нет закона, который запрещает использовать флеш-версию, да, такого закона нет. Мгм. Но просто если мы начнем это делать, любой пользователь сможет подать на нас в суд и сказать, что мы продвигаем уязвимую технологию, от которой все отказались, поэтому компенсируйте мне вот все, что я заплатил, плюс еще сверху. Это конец. То есть, дорогие друзья, вот сейчас Орех объяснил с юридической точки зрения, почему не стоит пользоваться только флешем, не стоит использовать только, значит, загружаемый клиент, и почему мы переходим, я так понимаю, плавно к HTML, в чем его преимущество? Мы почти к этому перешли, потому что, да, здесь явно видно, что проект был спасен фактически HTML5, я знаю, как к нему относятся. Я понимаю, я даже Да, расскажу, есть. почему к нему так относятся. Есть минусы, там есть на это плюсы, причины. да, объективные. И все минусы мы знаем про них, и я знаю, самое это интересное, я знаю, откуда они появились. То есть на самом деле флеш от HTML5 отличается ничем.
Мгм. Ну, в смысле, технология лучше, мы можем лучше ею пользоваться, так почему же это не флешовые танки? Мы сейчас до этого дойдем, Да. но сперва закончим немножко про, как говорится, про год. Давай. 14-15 год — это не только баннеры, это не только, допустим, айфоны полностью отказались от игры, не только переход в социальные сети, но это еще и YouTube. Мгм. То, про что ты говорил, типа, а как же YouTube? И YouTube в этот момент тоже произошла интересная штука. Если... Ты тогда уже снимал видео или еще не снимал? Да, я снимал, я уже с 12 года. Ну, я так, знаешь, снимал с нарезок, я начинал. Прям такие вот... Если так, то даже если ты снимал только по танкам онлайн, ты наверняка заметил, что в 2015 году что-то резко изменилось. Ну, смотря в каком плане. Вот, что ты имеешь в виду? Что именно поменялось? В плане роста просмотров, упадок просмотров? По росту просмотров. Рост был, да. В 2015 году был рост, если ты про это говоришь. Но потом он резко остановился. Да. И начал, скорее всего, падать. Было, Смотри, что было. произошло. Если даже посмотреть там иностранных ютуберов, мой любимый пример в этом случае — это PewDiePie. Да? Я думал, ты сейчас этого скажешь времени- какой-нибудь Таспенс с танков YouTube. Ой, Не-не-не, я имею в виду именно я понял, крупные да, серьезные изменения в конечно. алгоритме YouTube. Они произошли в этот момент. То есть до того момента на YouTube очень хорошо росли любые ролики, и тебе сейчас это будет интересно, Мгм. на нем росли любые ролики по геймплею, по играм, потому что на тот момент алгоритм был настроен следующим образом. Он вперед ставил понятие engagement, а для него даже не engagement, он понимал engagement на видео, сколько видео смотрят от начала до конца и смотрят ли последующие части этого видео, да? Ну, примерно сейчас алгоритм тоже так ориентируется на продолжительность Почти, но просмотра. смотри, в чем интересная разница. Тогда самый первый, как говорится, дореволюционный YouTube, на нем фактически всем форсились только видео про котиков, Было. потому что были милые. Смешные, Может быть, да, ты помнишь это видосики. время, да. Да, конечно. Потом вот был вот этот этап где-то до 2015 года, когда форсились видео по геймплею, как раз потому, что их запускали, смотрели, и многие делали там видео по частям, потому что сперва было 15 минут, потом длинные видео, потому что все их просто смотрели. Вот именно в этот момент, когда многие игровые ютуберы резко выросли, потому что их видео форсились практически всем, потому что это типа вещь, про которую это платформа. Мгм. Но с 2015 года, и, как ты видишь, все для нас совпало очень обидно, потому что и трафик отвалился, и баннеры отвалились, и флэш там убили, и одновременно на YouTube поменял алгоритм. Он стал считать engagement по-другому. То есть продолжительность видео и только геймплейные видео, они это выделили в отдельную кнопку, вот этот YouTube Gaming, да? Не в тот момент, но со временем. Мгм. Но алгоритм они уже поменяли, то есть стали выходить другие совсем видео, у многих случился эдапок очередной, то есть если, грубо говоря, для танковых ютуберов это как выглядело? Если до того времени ты мог быть порт-эсэсом, снять видео, нарезку голдов, Ага. накинуть сверху музыку, выкинуть это в интернет и каким-то образом сразу получить 100 тысяч просмотров, Да, там Да. дикие просмотры у него были, кстати. Дикие. то Просто. после этого ты получал, ну, сейчас в лучшем случае просмотров 100, если ты наберешь, ты уже молодец. Это я сейчас сам говорю, но ты вот как ютубер скажи, что вот это так, оно так ощущается, да? Ну, если брать именно парадокс с золотыми ящиками, то, что вот, упал интерес, это 100%, конечно. Вот голды вообще сейчас никому не интересно. YouTube То есть, никто не грубо говоря, смотрит. тебе сейчас нужно, чтобы снять видео с таким же количеством просмотров, во-первых, тебе нужно на нем сильно больше поработать. это не Конечно, просто прям нарезка это голдов. 100%. Надо очень сильно А стараться. во-вторых, должно еще Да. произойти какое-то чудо. Плюс удача, Да? да, удачу никто не отменял никогда. Удача тоже влияет. Почему она была тогда, но ее нет сейчас? Как ты думаешь? Я думаю, потому что в то время еще вот мы про интернет уже рассматривали этот вопрос, то, что он не Мгм, сильно мгм. развился, вот и у людей компьютеры были не сильные, кто-то не мог снимать еще, и поэтому была популярность у танков, и люди заходили в интернет, смотрели, ого, там типа порт СС, нарезка голдов, типа срочно нажать, и вообще в принципе типа другие не могли так снимать, как сейчас, а сейчас у нас вырос огромная конкуренция контента появилась, Мгм. люди просто они раздравливаются на разные вот ниши, и они не могут просто выбрать что-то одно, и это просто, ну, следствие прогресса, что сейчас не такие большие просмотры смотри, уже. но я уточню очень важный момент. Да. Во-первых, да, YouTube сейчас изменился, и он буквально каждого пользователя пытается запихать в его собственную нишу. Мгм. Из-за этого притаскивать видео из соседней ниши невозможно, кроме как, извини, рекламой на YouTube других ютуберов, то есть эндорсменты от других ютуберов и все Мгм. такое, когда ты про какие-то темы рассказываешь. Тогда интернет работал совсем по-другому.
Вот. И второе интересное, да, это что популярность танков и то, что мы покупали, собственно, трафик, генерировало и просмотры на YouTube. То есть смотри, как это работает. Мы делаем баннер по игре, ты кликаешь на какую-то игру, и человек в интернете, и ты же не будешь читать туториал, это как-то немножко тупо. Почему бы просто не забить в YouTube, а что вообще я должен делать, да? Что, собственно, и происходило. То есть смотри, какая интересная штука. Наш трафик, когда мы покупаем рекламу в интернете, да, он генерирует клики на видео наших ютуберов. И как только мы перестаем покупать этот трафик, мы перестаем генерировать вот эти самые огромные приходы, вот те самые плюс 100 тысяч онлайн, 100 тысяч просмотров, которые были на каждом из твоих видео, старых, допустим, да? Да. И получается, что как бы ты при этом не старался, просто из-за того, что ты уже загнан в нишу, в которую теперь не заливаются активно деньги, ты прикончен в этот момент, как ютубер, по сути. Но это мы про 15-й год сейчас говорим? Это мы начинаем с того, что началось с 2015 года, но сейчас фактически это тоже так работает, потому что ты настолько популярен, насколько большая ниша. Не, ну в этом да, в этом плане да. Вот, я вот именно об этом говорю. Но сейчас же, вот, несмотря на то, что ты сам говорил, что реклама уже не ведется, на Ютубе органически, вот даже вот инфоповод, Танки Классик, дал огромный буст без каких-либо вливаний денег. Но если их, конечно, не было, я же не знаю, может были, ты нам расскажешь. Были ли какие-то вложения? Я не буду пока ничего про эту тему рассказывать, но я тебе так скажу, что в итоге получается, что проект, допустим, танки, но как любой другой проект, может генерировать два источника для тебя кликов на твою тему. Первое — это инфоповоды, да, то есть положительные инфоповоды, приехали, давай смотреть. И второе — это, собственно, баннеры. То есть что как-то рандомный человек на улице может про игру узнать? Это либо ему в лицо выскочила реклама баннер, либо он услышал, что там люди о чем-то говорят, что-то интересное, давай пойду посмотрю. Да. Ну, вот так это и работает. То есть, получается, с этого момента еще и мы YouTube сильно подвели, потому что мало того, что на нем поменялся алгоритм, так мы еще и перестали покупать трафик, потому что для нас все алгоритмы поменялись. В этот момент, собственно, произошло вот это вот, великий срач YouTube с разработчиками. Но для нас это как бы было не то, чтобы срач, а неизбежность это произойдет, потому что как для нас это выглядело? Дело времени. Мы приняли решение, которое было неизбежно, грубо говоря, пришло руководство и сказало: все, денег на рекламу больше нет, занимаемся другими проектами. У вас остается минимум, типа делайте, что хотите. Вот. Ну, не в смысле делайте, что хотите, никто-то не говорит, я имею в виду, разумеется, в кавычках. Я имею в виду, что на этом проекте мы будем заниматься другими делами, мы сейчас будем развивать новые перспективные проекты. Меняете концепцию. Танки X, даже мобильные другие проекты, которые были, да, по сути, меняем концепцию. А ситуация, в которой оказались все наши ютуберы, которые вот сидели на этой огромной толпе пользователей, да? Так. Во-первых, это я все к чему? К тому, что какой год формируется из того, когда в игре было больше всего движа, да, а не, по сути, качество проекта на тот момент. И в этот момент случилась куча всего движа, потому что, смотри, мы перестали покупать трафик, алгоритм поменялся, у тебя останавливается рост, то есть до этого практически, я знаю, всех ютуберов, которые там были, они либо уже смогли добраться, либо почти добрались до 100 тысяч подписчиков на своих каналах. А это кнопка, да? Да, конечно. Это кнопка, которая в коробочке тебе приезжает, ты вешаешь на стену, и ты классный. И вот в этот самый момент у тебя резко падает рост, и ты до этой кнопки понимаешь, что вот ты уже почти дотянулся, и ты не дотянулся. Как у людей сгорело? Невероятно сгорело, и сгорело, по сути, ты видишь, что из-за обстоятельств, но как бы вот ты начал с того, что ты как ютубер читаешь, что тебе пишут игроки, да? Конечно, ну, как без этого. И в этот момент ютуберы тоже такие: я не понимаю, что происходит. Я делаю все то же самое, что делаю, но рост остановился. Что происходит? Я пойду прочитаю, про что пишут игроки. А что пишут игроки? Игроки всегда пишут про одно и то же. Как ты думаешь, про что писали игроки? Верните старые танки, наверное. Да, во-первых, про это, во-вторых, про проблемы в игре. Они всегда пишут про проблемы в игре. Они никогда... Единственный способ начать что-то писать — это писать про проблемы в игре. Очень редко, когда пишут... Что нам не нравится, и верните, как было, да. Да. Только теперь это превратилось в фокусом, а дальше произошла еще более интересная ситуация. Если ты видишь, что пользователи говорят, что в игре есть проблемы, ну, ты смотришь на это сейчас, да, ты начинаешь эту тему развивать, это приводит больше пользователей, и ты начинаешь чуть-чуть расти, но уже на других щах, как говорится. Если до этого ты просто делал классненькие видео по игре, то теперь нужна драма. Да, то есть... Нужна большая, и кто круче разведет драму, вот это, знаешь, типа драма ютуберы и все такое. Конечно, у того и будет больше просмотров. Началась резко грызня за оставшуюся нишу, которая начала в этот момент формироваться. Новых пользователей больше не будет, надо выиграть внутри. Ну а как лучше всего выиграть? Ну, мы знаем, как
пользователи, ютуберы решили лучше всего выиграть. Я, опять же, никого не виню, я понимаю, что это было неизбежно, исходя из всех этих алгоритмов. Я просто к чему намекаю? К тому, что представление о том, что вот эти движухи тогда, это говорит о том, что это был самый лучший этап проекта, это, скорее всего, ошибка. Я не говорю, что это гарантированно ошибка. И, опять же, есть многие вещи, которые в 2015 году мне тоже гораздо больше нравились, чем в 2016 и 2017. Так. Мы про это потом поговорим. Мы про это потом обязательно поговорим. Но потом. Потому что дальше началась мобильная эра танков онлайн, и у меня к ней есть куча претензий. Но мобильная эра — это уже 2019 год. Мы уже перепрыгнули до сюда. Как ты понимаешь, 2019 год — это когда для вас запустилась мобильная игра, но судя по скорости разработки... Да, у вас-то это было с 2012 года, там еще в видеоблогах показывали, по-моему, первые вот эти вот... Это были намеки, но разработка, получается, началась минимум за год, скорее всего, где-то за 1,5-2. То есть вот примерно с 2016 года, когда мы уже, по сути, на проекте поставили крест, решили, что, ну окей, допустим, давайте диверсифицируемся, еще и мобильный проект запустим. Но это уже как бы история о том, что какая из версий. Но почему вы так поставили такой крест на проекте? Почему вы так подумали, что все так плохо? Смотри, на это есть куча, как говорится, причин. Во-первых, да, есть простая корпоративная компания должна всегда расти. Тут я могу только развести руками. Игры так делаются. Многие делают игры, просто вот сделают игру, заработают на ней денег, и как только деньги на ней заработаны, игра перестала расти, они начинают просто делать новую игру, чтобы снова продолжить расти, а старая игра остается на месте. В какой-то момент к танкам онлайн было ровно такое же отношение. То есть, да, у нас есть проект, он что-то там зарабатывает, но мы должны тратить... Смотри, я могу это прокомментировать и объяснить, но это решение не мое. Да? Я понимаю. В общем, сверху это даже решение не компании. Это требовало. Да, это решение руководства, и тут не нужно говорить, что это руководство тупое, ничего не поймет. Нет, руководство не тупое. Руководство отвечает за деньги. Да? И когда ты отвечаешь за деньги, у тебя простой вопрос. Вот ты находишься в 2015 году. Грубо говоря, Crysis 3 уже существует. Уже много каких интересных игр существует. Куда ты направишь свои деньги на поддержку и развитие? В проект, который флешовый, на 1,5 полигона с вот этой устаревшей графикой и все на свете? Либо ты потратишь деньги на новый проект, в котором ты можешь применить свою экспертизу и все такое, нарисовать более классную графику, которая лучше продается, как картинка, и попытаться запустить новый проект. А может быть, даже еще и не танковый проект, а может быть, ты сделаешь мобильный проект, ведь именно в тот момент мобильный рынок начал очень резко расти. Понимаешь, на какие вопросы они отвечают? Типа, вот мы сейчас потратим деньги, через 3 года мы должны получить сильно больше денег, потому что мы не ошиблись в своем решении. Это очень сложный вопрос. Поэтому руководство, которое ошиблось, плюнув на 3 года вперед, сразу говорю, не нужно к ним относиться как к людям, которые глупые. Это мы сейчас в ретроспективе видим, что танки онлайн вполне себе выжили 10 лет без трафика. Если бы они тратили все эти деньги сейчас на себя, наверное, бы все было по-другому. Справедливо. Но тогда, это как вот вопрос к тебе, где ты видишь себя через, извини эту шутку, через 5 лет? Получается, что запланировать на 3 года вперед и не ошибиться, это чертовски сложно. И тогда, исходя из тех данных, которые были на тот момент, было видно, что проект не сможет окупаться в этих условиях. Чтобы он начал окупаться в этих условиях, проект нужно серьезно переделать. Причем не только с точки зрения внешности, визуала, но движка, то есть надо было переделать весь движок. А тут сразу возникает вопрос, зачем переделывать игру на новый движок, если можно сделать новую игру, да? Самый простой вопрос, который возникает. Следующий вопрос. В игре нужно переделать всю монетизацию теперь. Зачем переделать монетизацию, если можно сделать? Зачем получать столько негатива от переделки, если можно сделать просто новую игру? Так вы же сделали новую игру. Как получилось, что произошло и то, и другое, мы потом поговорим, вот тем не менее, вопрос на тот момент как бы задается, да? Ну и дальше, следовательно, а может тогда и игру саму переделать как бы в игре на тот момент, да до сих пор даже, только сейчас вот в игре появился нормальный более-менее туториал, но ты же помнишь туториал того времени? Это вот эта карта, на которой ты появился, проехал и все. Да. У меня к тому туториалу, про тот туториал у меня есть смешная история. Я считаю, что самый лучший момент ее рассказать. Давай. Почему мы его выключили? Ты никогда не поверишь. Мы выключили тот туториал, потому что мы сравнительным АБ-тестом проверили, после чего больше игроков остается в игре, и они дольше в игру играют. Так. После того, как они проходят этот туториал, или после того, как мы их сразу кидаем в бой. И вот спустя несколько лет, к своему ужасу, мы узнали, что нет, он делает хуже. Туториал делает хуже? Тот туториал делал хуже. И если на него посмотреть как бы не розовыми очками, то становится понятно, почему. Этот туториал готовил тебя
не к тем танкам онлайн, которые были на самом деле дальше. Не, ну это конечно. В том туториале вы просто с ботами там чуть-чуть поперестреливались, а потом вы попадаете в реальную жизнь, и там все другое, все иначе. Даже больше скажу, смотри, этот туториал продавал тебе немножко приключенческую игру, то есть ты появлялся из гаража, ты куда-то ехал, то есть какой-то мир есть, у него есть какая-то история, наверное, что-то происходит, потом выезжает босс-танк, ты его побеждаешь, и ты молодец, а потом оказывается, что это арена-шутер. Да, ну, в общем, ошибочная И это визуализация проблема. была. Угу. Да, потому что представь себе, да, как трафик работает, да, даже до этого снова вернусь. Трафик, он затачивается под определенную аудиторию, когда он покупается. Сейчас это делают вообще искусственный интеллект, поэтому в 100-500 раз еще эффективнее. Но вот он типа заточился под такой туториал, а потом игра оказывается другая. И что удивительного, что у вас игроки отваливаются, да? Ну, и да. поэтому мы тот туториал и выключили. Я, наверное, мы где-то это отдельный пункт отметим, я вообще за то, чтобы сейчас вот в классику его вернуть. Не, Но не потому, что он будет лучше работать, нет, а потому что, ну, нужно. классика. Да, ну, тут два момента, и ностальгия, и обучение, ну, то есть... Чисто исходя из ностальгии, обучение Да. там было, конечно, так себе, но вот исходя из ностальгии, я бы его Ностальгия сейчас вернул, 100%, потому что, Мгм. да, потому что это сейчас уже не так важно. Сейчас уже придут люди, которые знают про то, что это за игра, и они будут в нее играть. Но это получается такая ситуация, что на тот момент мы решили, давай подытожим, Мгм. что игра закончилась, именно на тот момент, на момент 15-16 года, что эта игра закончилась, мы будем заниматься другой игрой, а для игроков в этот момент они видят как бы пик онлайна, и они ожидают, что мы начнем развивать игру, а Мгм. мы приняли совершенно обратное решение. Все по-другому, да. Этот разрыв, да, он надолго сохранился, это была проблемой, и я это возвращаю еще один на шаг назад. Я понимаю, что я очень медленно все это рассказываю, но я Да считаю, что это ничего очень страшного. важно. Да, конечно. Очень конечно. важно объяснить. Я думаю, всем классики, интересно будет. потому что- Нет, ни в коем случае продолжать, да. Да, потому что дальше я объясню свою логику, что Мгм. 14-15 год... Ой, извини, по микрофону попал. Да не, 14-15 год для меня не является лучшим годом с точки зрения самого геймплея игры. А сейчас в классике хочется сделать лучший геймплей в игры. Согласен? Смотри, ты как разработчик говоришь, что разработчики не считают, что 2015 год был лучшим геймплеем, правильно понимаю? Вы хотите другой геймплей. Да, я считаю, что именно так. Тогда было не лучше, Не даже лучший если геймплей говорить был. о классике, как вот в рамках классики, даже в рамках классики я не считаю, что это лучший геймплей. Но мы остаемся мы остаемся в Мы этих все рамках. еще остаемся в рамках. Да, совершенно верно. Мы остаемся в рамках, мы все еще как бы в классике. Мы Да. определили, что рамки классики это после ребаланса и до введения овердрайвов, страйкеров. Вот устройств здесь и я так не далее. уточнил, да. Не уточнили, это мы еще попозже, да, выясним, я так понимаю. Да, для меня, ну, смотри, самая очевидная граница классики — это где мы отказались от флеша, да? Вот это самая четкая, очевидная Вот. граница. Это тогда овердрайв, по-моему, начали появляться, да, потихонечку, когда от флеша отказались. но, тут я Мгм. сразу уточню. Я не считаю, что и овердрайвы были лучшим геймплеем в танках онлайн. Да, потому что, смотри, во-первых, овердрайвы, они не сразу появились, они появились постепенно, и они выполняют свою определенную нишу, но для меня как это? Овердрайв, у них тоже есть много версий, потому что я очень много над балансом их работал, да, они были Мгм. сперва такие, потом такие, потом такие, сперва титаны могли заставить куполами всю карту, потом не смогли. Да, блин, это было круто вообще. Первая Вообще, вот да, версия это было Титана. прикольно, круто, но проблема была в том, что это убивало флеш. Да, да. Мгм. HTML5 это сейчас не убивает, мы можем поставить сколько угодно хотим куполов, Мгм. но тогда это убивало игру, поэтому мы от этого Крит-ошибки отказались. вот Было эти бы это всеми прикольно. известные. Да, Мгм. все время. Которые невозможно было на флеше решить полностью, потому что, ну, я Почему, уверен, кстати? ты знаешь, но ты не знаешь, Нет, хорошо. нет. Я тогда напомню пользователям, которые не помнят. У флеша было техническое ограничение на объем использования оперативной памяти. Вот в чем дело Оно было. было где-то в районе 640 мегабайт, Ой-ой-ой. и он позволял использовать больше. Но Мгм. проблема вот в чем была, что до 640 мегабайт ты мог... Память работала предсказуемо в 99% случаев. Вот так. Но после того, как ты переходил эту границу, она становилась нестабильной. Мгм. Собственно, вот все эти уязвимости, они из этого, по сути, и имеют свои корни, растут, Понятно. потому что с этого момента, если ты использовал больше памяти, игра как бы работала. Мгм. Но она могла и крэшиться. Могла крэшиться больше, могла меньше, у кого-то больше, у кого-то чаще. Она становилась непредсказуемой, понимаешь, да? Но обойти это было невозможно. Да, и у тебя возникает вторая проблема. Ты хочешь как бы развивать игру, добавлять новые пушки в корпуса, люди просят, да? Мгм. Делать классные эффекты и все на свете, но если ты все это делаешь, увеличивается объем используемой видеопамяти, и игра начинает просто крэшиться. Я помню то время, понимаешь? Вот для меня 15-й год — это не год лучших танков, это год, когда я не играл дольше одного боя подряд. У тебя даже так, да, было? Потому что его крэшило. Да, нет, Господи, это было. как Было, я не было. знаю, как вы в это играли. У меня просто, понимаешь, мой комп до ребаланса — это 20 FPS. У тебя максимум. даже так? То есть в обычных У кого-то битвах... было это лучшее время, а у меня было 20 FPS максимум.
иногда 14. Не, даже вот... После ребаланса, Мгм. я понимаю, у кого-то было хорошо, но у меня было 20, понимаешь? Вот мое представление. Просто понимаешь, даже у кого было хорошо, у них все равно были крит-ошибки. Вот. Да, после ребаланса у меня была буквально крит-ошибка. Я иногда бой не мог доигрывать, но я гарантированно вот один бой играю, в следующий бой у меня точно будет крит-ошибка, я даже его не читал и перезапускал клиент. Ты уже ждешь, вот, так машинально чуть-чуть. Так, сейчас будет, И это сейчас будет. я разработчик, понимаешь? Да, вот еще и в То есть этом. Да. я ставил лайки под видео с нарезками орущего Жеки Микса, потому что крит-ошибка, потому что это relatable, понимаешь? Это мой experience был. Да. Буквально все то же самое. Не, ну это Я тоже, я вот было. сижу, я понимаю, я разработчик этой игры, я сижу на этом движке, который игроки говорят, что сильно любят, но я вижу, что происходит. Я не могу сюда не добавлять ничего нового, не его развивать, не приглашать игроков. Это конец, это катастрофа. Я думаю, что это самый главный минус флешплеера, это крит-ошибки, это уже вот тот пункт, из-за которого можно переходить на HTML, несмотря на то, что есть у HTML и минусы. Это вот... Мы забываем плохое. Мы забываем, что было плохого во флеше, и неизбежно это вот проблема. И поэтому давай сейчас поговорим про движок, потому что про... Как это? Да. Про год мы уже с тобой договорились. То есть мы как бы обозначили рамки, обозначили, что 15-й год для нас не является как бы самоценным просто потому, что там был пик онлайна. Нет, пик онлайна сформировался исходя из многих факторов и падения онлайна после него. Геймплей где лучше? Мы сейчас к этому вернемся. Давай сперва про флеш. Вот, сперва про сам флеш. С движком я тоже объясняю причины, что у него была куча проблем, мы про них постепенно забыли. Да, там некоторые вещи отличались, и HTML5 в этом смысле не дотягивает, но здесь есть интересная история. Вообще, HTML5 ничего не мешает довести до того же состояния, которым был флеш. Я имею в виду, сейчас из очевидного, по-моему, у меня только туман не на всех картах работает. Он работает на ремастер-картах, что удивительно, но не работает на стандартных. Освещения нет еще некоторых. Отличается... Про освещение отличается механика глубоких теней. Их нет на HTML5, мы не стали их доделывать. Вот. Насколько знаю, еще немножко отличается FOV, то есть это Field of View, он чуть поуже по вертикали на HTML5. Можно для зрителей расшифровать вот это вот? FOV, Field of View, вертикально, ну, то есть это, грубо говоря, сколько, не знаю, в сантиметрах, в метрах ты видишь от низа до верха на экране. Грубо говоря, на флеше ты мог видеть частичку неба в стандартном положении камеры, у нас ты ее не видишь. Большая разница. В этом плане. К этому люди быстро привыкают, но тем не менее эта разница есть. Так вот, а откуда это все появилось? Как ты помнишь, я до этого сказал, что мы тогда на игре как бы крест все-таки поставили, да, и стали развивать остальные проекты, в том числе, например, мобильный проект. Но как бы вот мы их развиваем, да, и мы видим ситуацию, что они занимают время дольше, чем мы рассчитывали. Возвращение инвестиций совершенно так не очевидны. А сейчас, спустя годы, я тебе скажу, что, в общем, Танки X — это весьма провальный проект, мягко скажем. Ну, мы поняли. Вот. По деньгам, я имею в виду по деньгам. По геймплею, то, возможно, люди со мной не согласятся. Нет, именно по геймплею нет, это шикарный проект, вот прям до сих пор графика на уровне, но вот в плане монетизации вот что-то, да, видимо, что-то не так сделали. Я просто скажу коротко про это, и мы потом не будем возвращаться. Да, про Tank X, что Tank X, я, во-первых, в них участвовал максимум только как консультант, поэтому я не могу рассказать логику принятия решений внутри команды. Да, я там никак не работал. Понял. По сути, только консультировал. Ребята проделали огромную работу, многого добились, многого постарались сделать, но в итоге оказалось, что проект тратит на себя там в 3 раза больше денег, чем зарабатывает. Это после всего того, что они сделали, всего добились, всей монетизации, которую добавили, оказалось, что проект просто тратит в 3 раза больше, чем зарабатывает, и это очень плохо. Именно поэтому было принято решение скорее проект даже не законсервировать, а закрыть. Ну, такие надежды были большие на Танки X. Там же до этого были еще... Да, безусловно. Как видишь, у компании тоже. Но компания недооценила свои силы, скажем так. И, на мой взгляд, она промахнулась еще и с геймплеем. Потому что если в 2009 году на браузере ты готов играть в легкий простой арена-шутер, да, где танчики друг друга стреляют, то в 2016-17 скачивать клиент, по сути, Quake Arena, да, и играть на медленных танках в Quake Arena, в которой, Quake Arena, ты понимаешь, что это арена-шутер. Арена-шутеры к тому моменту уже давно умерли. Но у нас у самих была вера в то, что Танки онлайн, это же Танки онлайн, блин, они вот работают, и есть другие проекты, которые работают, так сделаем Танки онлайн, но в своей ядре это все-таки арена-шутер. И арена-шутер так просто не вытащить в топ, нужны определенные доработки, изменения, улучшения. То есть проект нужно было, наверное, переосмыслить совсем. Либо сделать по-другому, либо в другом масштабе. Но что бы ты сделал вот с Танками X, чтобы они вот продолжили? Нет, мы не сможем сейчас обсуждать Танки X, потому что это отдельная тема. И опять же, я говорю, я не являюсь разработчиком, да, который там участвовал, поэтому я могу оставлять только мнение в лучшем случае, но мое мнение кому оно интересно, грубо говоря. Да как, ну ты что? Я имею в виду в разделе Танков X. Нет, да, конечно, нет, да даже Танки X, Танки онлайн, все-таки столько было сил вложено. Ну, обидно.
Тем не менее, я не считаю правильным это все рассказывать, потому что работали там мои коллеги, правильно, и я могу критиковать их внутри за некоторые решения и могу поддерживать за другие, но в итоге-то в итоге мое мнение, это вот эффект игрока, который сидит на диване, либо человека, который пришел работать. Когда ты пришел работать, и ты отвечаешь за эти вещи, ты, во-первых, видишь больше, на тебя гораздо больше ответственности, и даже если я скажу, что вот это вы сделали конкретно неправильно, я вижу, что вы это сделали неправильно, и что, если бы я находился в их ситуации, я бы, скорее всего, принял это же решение, потому что причины. Я знаю больше. Они как разработчики своего проекта, знают больше причин. Поэтому все, что я могу сказать, что проект сильно не оправдал надежд и закрылся. Ну да, это было очень обидно. В то же время параллельно мы делали еще, получается, вот мы вернемся к вопросу, типа, что случилось с HTML5, почему он не такой, как Flash. Мы же тогда параллельно еще и мобильный проект разрабатывали, да? Он тоже занимает кучу времени, да, как и танки X и все на свете. И в этот момент мы как бы поняли, окей, мы недооценили мощь танков онлайн на тот момент. Для нас это уже стало понятно, потому что на органическом трафике они продолжали жить. Да. Продолжали жить хорошо. И продолжали жить хорошо, и в том числе по деньгам. Это один из самых интересных моментов про танки онлайн, что монетизация была настолько сильно не развита в начале, что сейчас проект, я не скажу, что на том же уровне, но, грубо говоря, если ты представишь себе, что онлайн уменьшился в 10 раз, то, я не буду говорить конкретно, но деньги совершенно точно не в 10 раз стало меньше, потому что... Я понимаю. Если тогда я пришел в проект, и я и 2 разработчика над ним работали, то сейчас у меня 2 команды. Одна на HTML5, вторая на Unity. 2 команды — это больше, чем 3 человека. Да? Но это показывает то, что вот не важно количество игроков, важно вот качество, важна монетизация, потому что раньше, вспомните, какая монетизация была вот в старых танках. Прем-аккаунт купить, кристаллы, все, на этом достаточно. Комплекты были. Комплекты, про которые мы еще поговорим. Тебе понравится про комплекты. Да, те же кристаллы, но сейчас это вообще, кардинально другой уровень. И челленджи, и звезды появились, и прем-аккаунты, и танкоины, и рубины. Сейчас вот в плане монетизации намного круче. Вот если бы в то время вот такую вот огромную монетизацию добавили, это было бы другое. Мы как раз, я надеюсь, про танки Classic мы поговорим, про монетизацию, что там может быть похожая, хотя бы часть какая-то. Да, мы до этого дойдем. Чтобы проект существовал. Понятно, что не может он бесплатно работать, и в предыдущих версиях надо что-то добавлять. Понимаешь, какая штука? Если даже ты чувствуешь, что, монетизация сейчас настолько мощнее, и вот главная мысль, бы я нам объективно эту монетизацию вижу, на тот онлайн, да? Да, кстати. Представь себе, как мы внутри компании эту мысль любим себе напоминать, и это... Видеть, давай так, огромный пройденный путь, и насколько мы выросли с тех пор с точки зрения профессионализма. Да, это 100%. Я тебе честно скажу, если бы текущая монетизация была тогда, боже мой, никакого бы провала не было. Мы бы сделали и HTML-версию, и Flash-версию, и Unity-версию, и Unreal-версию параллельно, и все на свете. Для меня есть пример других, допустим, проектов, которые, по сути, так и поступили, но у танков онлайн случилось, как случилось. Нет одной причины, почему это произошло. Есть комбинация кучи причин и тяжело принятых решений. Так вот, на тот момент, получается, мы видим, что мы недооценили мощность танков онлайн по возможности выживания. Монетизация растет, пользователи падают сильно медленнее, чем мы ожидали, чем наши первые прогнозы. И мы поняли, что, окей, первое, что мы должны сделать, это, не только даже продолжать улучшать монетизацию, добавлять новые механики, а это, перевести игру на HTML5. Получается, раз мы остаемся, то мы обязаны, во-первых, оставаться в браузере, и проект не должен никуда пропасть. Соответственно, мы этим и занялись. Но, как ты понимаешь, мы этим занялись небольшой командой в сжатые сроки. И... обидно, но тем не менее, когда ты работаешь небольшой командой в сжатые сроки, нужно, как говорится, сокращать углы. И, к сожалению, многие углы были сокращены, и мы все еще не доработали вот эти оставшиеся вещи, которые про вот эти сокращенные углы. Но на тот момент была даже версия на HTML5 танков онлайн, у которой был интерфейс из Unity-версии. Ого! Она была, про нее пользователи просто немножко забыли, но она существовала даже в продакшене, то есть в нее можно было играть параллельно с танками, с флешовой версией. Я на ней играл, потому что у меня там просто тупо не было крит-ошибок, окей? Это круто. Она проработала какое-то время, мы просто не стали ее развивать. Почему? По 2 причинам. Во-первых, цитируя автора этого UI, кривое говнище. Я сейчас процитировал автора. Понял. Работать с ним было невозможно, потому что его невозможно было развивать, менять, управлять. Не то, что даже с точки зрения UI, допустим, мы что-то придумали, а с точки зрения механики, как это было сделано, потому что он не был написан
с нуля, да, типа как HTML5. Он был создан, используя конвертаторы из ActionScript, то есть из флеша. Когда ты используешь что-то автоматическое, ты примерно себе представляешь, как выглядит код. Он был супер тупой. Если ты менял одну кнопку в одном месте, то в других местах кнопки либо не менялись, такие же, либо они менялись, но не такие же кнопки, почему ты не знаешь, потому что проект был конвертирован, а не написан. С этим было просто тупо невозможно работать. И тогда, принимая решение, типа развивать старое или делать совсем новый интерфейс, который позволит там в том числе добавлять новые там механики, делать 100-500 разных миссий, делать бесконечный магазин, добавлять челленджи и делать гараж, насколько мы хотим, большой, красивый и все на свете. Ну, приняли, понятное дело, второе решение. Но эта версия существовала на HTML5, она была. Это интересно. Помимо UI, да, разумеется, был движок, но движок-то остался с тех пор, и вот с ним-то проблема, что игроки, да, видят различия, я понимаю, что они есть, и проблема не в том, что это невозможно сделать, проблема в том, что руки до этого не дошли до сих пор. А сейчас для игроков, которые уже, все игроки, которые пришли в игру с тех пор, они уже-то и не помнят, как был именно флеш. Я имею в виду... Я тебе приведу простой пример, который я заметил на тебе, потому что я посмотрел твои стримы с нашего анонса, и я это увидел. Тебе пользователи намекали, но ты им не поверил. Так, что там было? В анонсе в этом видеоблоге трейлер не старый. Серьезно? Если ты зайдешь на YouTube-канал Танков Онлайн, зайдешь в раздел видео и отсортируешь их наоборот, начиная со старых, ты очень быстро найдешь трейлер 2009 года. Ты про другой кадр, который там был? Про оба. Я про оба. Про оба даже. Оба эти кадра не из этого трейлера. Да ладно, подожди. Сделаю маленький анонс, они из ремейка этого трейлера, который снят на HTML5, который, как ты видишь, ты не смог отличить. То есть эти трейлеры, показанные в видеоблоге, были уже на HTML5 сняты? Все верно. Вот это да, друзья. Как вам такое? Как вам такая информация? Даже никто не заметил? Не то, что я, никто, вообще зрителей там практически никто не заметил. Я уверен, я в видеоблоге на эту тему тоже пошучу, потому что там будет не кусочек трейлера. Ребята, которые его снимают, большие молодцы, ребята, снимая шляпу, они сняли один в один по кадрам. Те же ракурсы, все то же самое. И когда мы это запустим в видеоблоге, да вообще незаметно даже было. Я уверен, что никто не заметит до самого последнего момента. Блин, ну слушай, я думал, что вы серьезно взяли вот кадр со старого трейлера, просто ставили там чуть-чуть. Мы серьезно сделали ремейк этого трейлера, и ремейк нас ждет, он рано или поздно появится. Это был ремейк. А почему скины старые, классические? А как классика без классических скинов? Ну, то есть у нас, как они, легаси скины? Это интересно. Я понимаю, почему ты запутался, потому что там именно легаси скины. Да, я про это спрашиваю. В трейлере, а это ремейк трейлера, поэтому взяли легаси скины, но это не обязательно говорит о версии. Ну, я так понимаю, что будут просто легаси скины присутствовать в данном проекте. И XT скины. Я считаю, что в классике должны присутствовать legacy скины и вот те так, скины, вот так, значит, которые были у нас вот недавно M0, M1, M2, M3. Слушай, да, вот это круто, это очень круто. Я считаю, что должны быть и те, и другие. Блин, я не знаю, вот ты на стримах смотрел, или вы сами это решили? Мы на стримах то же самое обсуждали. Зритель спрашивал, нужны legacy скины? Они говорят, да, legacy давайте. Новые не нужны, legacy нужны. Legacy добавляйте обязательно. И вы это сделали. Как я тебе сказал до интервью, у нас есть представление, что мы делаем, и мы, как говорится, делаем по списку. Да? Конечно, да. Теперь мне просто нужно объяснить, почему мы это делаем. Но, грубо говоря, да, мы наблюдаем за тем, что вы пишете, и мы очень сильно рады, что наше видение совпадает. Это круто. Друзья, вот видите, вот кто сомневался, что разработчики не прислушиваются там к игрокам, еще как-то не смотрят, они смотрят. Они сейчас собирают фидбэк обратный, и вот Орех прямое тому подтверждение. Да, вы, главное, продолжайте обсуждать. Мы, разумеется, не будем гарантировать, что мы сделаем, как вы просите, потому что, опять же, у нас есть представление, что мы хотим сделать, и это представление очень важно, потому что мы же будем этот проект потом содержать. Но если есть не принципиальные вещи, грубо говоря, самые тупые непринципиальные вещи, добавлять Magnum в игру или нет, мне вообще до лампочки. Как скажете. Вот будет Magnum, окей, не будет Magnum, окей, мне сейчас уже не важно, понимаешь? У меня есть танки онлайн, где Magnum должен быть. Есть классика, в которой мне не сильно важно. Будет там есть другая пушка, которая меня сейчас волнует гораздо больше, но мы до нее потом дойдем. Ага. Вот. Но давай снова вернемся на шаг назад. Мы говорили про движок. Так. Совершенно очевидно, что это не может быть флеш. Я до этого объяснил юридические риски, да? Они для нас очень серьезные. И юридические, и технические мы обсудили риски. Про технические рисков я скажу только вот следующее. Я слышал, ты говорил на стримах, и ты совершенно правильно попал, разработчики на ActionScript, то есть на языке флеша. Я тебе так скажу, если я захожу в кабинет нашего продакшена и говорю им, ребята, сделайте мне что-то на флеш, таких кислых рож ты даже на мемах в интернете найти не сможешь.
Этот язык, он, мягко говоря, по сравнению с современными вещами, ну, понимаешь, танки онлайн, альтернатива Games, альтернатива тогда еще платформ, наверное, в те времена. Это не зря была не компания-разработчик игр, это была техническая компания. И разработчики действительно делали очень передовые вещи на технологии Flash, они работали с передовыми штуками. Когда Adobe объявила об аппаратном ускорении, их представитель говорил напрямую с нами, с Антоном Волковым, да, и Антон Волков про это рассказывал в видеоблоге, что именно на нашей игре в первую очередь это аппаратное ускорение развивается. Ну, это круто. Понимаешь? Это было круто. И как бы люди, которые работают с передовыми технологиями, и ты приходишь, что там, в 2К24, как нынче говорят, эй, пацаны, сделайте мне чип, да, флеш, ну, грубо говоря, да, если нет, ты вылетишь очень быстро. И справедливо, потому что работать с этим старьем просто невозможно. Инструментов нет, не поддерживается, и одни только сплошные проблемы. И это к чему? К тому, что это дорого. Во-первых, найти такого человека, усадить его и уговорить работать, это дико дорого, никто на это не согласится. Ни человек, ни люди, которые должны будут на это выделять деньги, да? Так. И с этим работать неудобно. То есть Flash, даже если мы запустим вот эту старую версию, но опять же, у нее будут очевидно еще проблемы, кроме критов, это читы. Вот, Да. я про это на стримах тоже упоминал, потому что флеш-версия, это вот прям про читы было, уязвимость для читеров. А с HTML, сколько знают, в этом полегче все происходит. Я обожаю всех наших зрителей и комментаторов, все на свете. Вы, ребята, все такие замечательные, умные, вы все супер мудрые, вы все правильно понимаете. Но есть, да, есть очевидная проблема. Так. Вот идея, что у вас просто есть эти версии, просто возьмите, запустите и дайте нам, это будет катастрофа, потому что в этот момент заработает отломается все то, к чему вы привыкли, и заработает все то, про что вы забыли. Читы, крит-ошибки, все на свете, да. Невозможно просто взять старую версию и запустить, чтобы она работала, потому что у этого неизбежно будут проблемы. Я имею в виду, вы это и на пиратских проектах видите. Почему-то, каким-то образом, они не просто появляются, да, и запускаются, а обязательно у них есть какое-то время, иногда там несколько месяцев, иногда год, они что-то там делают. Что бы они там могли делать? У проекта куча проблем у этого самого флешового, и мы, опять же, как ответственные люди, у которых работает техподдержка, да, еще и почта, еще и налоги, мы не можем просто взять и запустить старый проект. Мы обязаны использовать HTML5. Теперь давай поговорим о плюсах. Не HTML или Flash? Именно HTML5. А Flash, к сожалению, мы должны принять решение, что капитан отработал, капитан утонул. Все. До свидания, Flash. Все. Нет, я согласен, что сколько можно уже доить Flash, достаточно. Но технология слишком устарела, нам нужно сделать именно на HTML5. Ну, правда, что во Flash уже там ничего практически не вместить, там уже ограничения вот эти технические есть, HTML в этом плане выигрывает, в плане вот развития, дополнительных там обновлений и так далее. Не это главное. Он выигрывает с точки зрения поддержки. В том числе. Потому что технология, которая получает постоянно патчи и обновления, а Kotlin, на котором пишется HTML5, он все еще живой, активный язык, который развивается, это означает, что если мы сегодня запустим классику, она гарантированно не умрет, там, не знаю, через год, потому что кто-то выкатит какое-то обновление, которое добьет Flash. Нет, если это будет HTML5, это, во-первых, гарантированная поддержка на больше, чем год вперед. Просто исходя из технологий. Пока работает HTML5, пока он развивается, у вас будет классика. А вот еще вопрос такой, а почему именно HTML5? Вот на стримах писали, что там есть какие-то вот... Я в этом не разбираюсь, на самом деле, в движках, но писали, там есть какой-то Unity, который браузер поддерживает. Да, есть. Я про Unity я матом про Unity могу отдельно рассказать. Но учитывай сразу с матом. Потому что Unity как бы... Там и другие какие-то движки есть? Там есть другие движки, они гораздо хуже, потому что они менее развиты и у них меньше инструментов. Грубо говоря, ну, знаешь, типа свою игру делать уже тяжело, а свой движок делать еще гораздо тяжелее. А использовать движок, который еще и не умеет делать некоторые вещи, я знаю, там есть разное, там, допустим, в браузере, но вам нужно использовать то, что более-менее популярно и подходит для вас. Я, например, считаю, что танки онлайн, танки классика, они обязаны быть браузерной игрой. Вот, и мы на стриме про это вот обсуждали, я все время за это говорю, что не могут танки классик не работать в браузере. Это же фундаментальная возможность, фундаментальная функция. Дорогие друзья, Орех тоже подтверждает. Это фундаментальное, главное, ожидание у игроков. Я понимаю, что с этим могут не согласиться. Я вот знаю этих людей, которые, типа, знаешь, про матчмейкинг мне часто это пишут, что, типа, я готов подождать дольше, лишь бы меня кидало в нормальные бои. Не готов. У меня есть график, вот так. Я его проверял. Увеличивая на 1, 2, 3, 10 секунд время поиска, у меня отваливается 1, 2, 3, 10 сотен игроков, да? Не готов. На словах готов. Когда тебе предоставляется выбор, ты готов. На деле ты не готов.
И поэтому, если мы сделаем этот проект только скачиваем клиентам, ну да, придут люди, но это будет не то же самое. Это будет не сильно не то же самое. Вы не увидите тех самых там чисел онлайна, которые вы ожидаете, потому что игрок, который вот не в курсе всего того, что происходило, просто услышит: о, это те самые танчики из моего детства. Придет, а они не запустятся в браузере, он такой, типа, это проблема. Это не те танчики из моего детства. И это граница. Это очень тяжело понять, когда, понимаешь, когда ты играешь и ты игрок, это очень тяжело понять вот масштабы этих объемов этой аудитории, что типа вот если ты сделаешь в браузере, ты в плюсе, не сделаешь в браузере, ты в минусе, а если ты в минусе, весь проект кончится. Ну, конечно, лучше уже делать в браузере возможности. Но вот сейчас в Tank Online, кстати, вот в браузере вот статистику у вас есть, там много же играют? Я не скажу. Но я скажу тебе так, нам хватает. Хватает. Ну, то есть... Мы потом с тобой еще отдельно поговорим про наших соседей и... Да, я понимаю. Насколько сильно нам хватает, чтобы ты понимал. Если мы можем себе позволить на текущем онлайне держать там 2 команды разработки, в том числе на Unity, wink-wink, nudge-nudge, и выкатывать обновления, то наверняка все у нас не так плохо, как рисует. А кто рисует? Ну, явно не мы. Тем не менее, давай вернемся снова к HTML5. То есть у нас гарантированная поддержка, это очень хорошо. У нас отсутствие крит ошибок. У нас браузерность, что очень хорошо. Неочевидный плюс, который появился буквально в этом году у HTML5. Вот знаешь ли ты какой? Ну, наверное, я не знаю. Он работает в мобайл. Я про это просто хотел сказать, вот ты мне не давал сказать, то, что вот на iOS преимущество какое? На iOS можешь через браузер, через Safari играть HTML5. На Android можешь через браузер играть. Представь себе классику, в которую ты можешь опционально, если захочешь, но играть с мобильного. Да, вот офигеть. Просто, понимаешь, были про это мысли, вот куча мыслей, сейчас про это сам меня подвел. Я просто про это забыл почему. Ну, а теперь представь себе, у тебя выбор между скачиваемым клиентом на старом флеше и HTML5, который не только в браузере работает, но и на твоем телефоне, на твоем планшете, на чем угодно, на чем ты хочешь, он запускается, потому что технология позволяет. Это круто, это уже, просто преобладает вот флешплеер, оговорочка по Фрейду. HTML побеждает в этом плане уже над флешем просто. Да, и то, не брать скрытые ошибки и так далее, просто возможность играть на других устройствах. Вот на флеше, вспомнишь, вот Puffin браузер, вот, который вот единственная была возможность поиграть, это вообще ужас просто был. В плане оптимизации вообще, в принципе, FPS нулевой и управления. Сейчас вот с HTML намного лучше. Мы рассматривали на основанную на Puffin браузере версию для мобайл, именно флешовой. И мы даже запускали, тестировали эту штуку и пришли к выводу, что это очень плохо на тот момент даже. Тогда производительности вообще никакой не хватало, даже если мы там упростили Puffin браузер только до его там, что называется, ядра. Это было нереально. Сейчас на HTML5 мы можем позволить играть вам в классику с мобильных телефонов. Это круто, друзья. Ну, то есть танки классик, если они выходят, то они будут и на телефоне. Это классно. Да, это супер. Верно. Это как раз ответ на вопрос тем, кто спрашивал, будут ли танки классик на телефон. Да, я готов говорить сейчас, неважно, что произойдет, они совершенно точно будут на телефоне, потому что, не знаю, портировать управление довольно просто теперь уже. Это круто. Да. Захотите ли вы играть одновременно с мобильными игроками, это отдельный вопрос к игрокам, мы сейчас не будем этого касаться. Главное о чем? Я как разработчик готов сказать, что это будет как вещь, ее можно будет использовать, а уж будем ли мы или не будем, договоримся с аудиторией как-нибудь. Я уверен, сообщество будет за скорее, чем против. Но продолжим, потому что это не все. То есть вот это неочевидные плюсы флеша. Очевидные плюсы флеша, что давай сделаю такой интересный намек. Про античиты, да? Со времен 2015 года прошло 10 лет, ё-моё, уже почти. Жесть. Много в игре доработано удобняшек и всяких прикольных штуковин, и наша память так работает, что плохое забываем, хорошее запоминаем, и нам кажется, что сейчас вещи, к которым мы привыкли, грубо говоря, возможность переименоваться, не писав в техподдержку. Да. Ее не было на флеше. Ребят, такой возможности не было. Она здесь есть как функция. Первое переименование даже бесплатно, по-моему, да, сейчас доступно? Да, совершенно верно. Потом, грубо говоря, за деньги, но я имею в виду для классики, что мешает нам сделать, например, это за, допустим, за кристаллы. Не знаю, кристаллы? Просто дорого, но сделать. То есть мы переходим к вопросу монетизации танки классик? Почти. Все-таки я тут хочу последнюю мысль донести. Давай. Что в случае, если мы используем HTML5, мы можем использовать текущий HTML5, который используется для текущего проекта Tank Online. Но что это значит? Вот, да, можешь как-то. Текущий — это не значит, что тот, который на сегодняшний день. Это значит и это тоже, то есть все вещи, которые в нем доработаны, и улучшения, которые сделаны, да. То есть даже оптимизации, которые мы там проводили по FPS, по графике, они тоже все будут активны. Так. Но текущий означает, что не только сегодня и вчера, но и завтра. Так, а про завтра это что подразумевается? А про завтра это, опять же, возвращаясь к вопросу о поддержке. То есть если мы найдем новые уязвимости, античиты или какие-то удобные доработки, да, грубо говоря, даже, допустим, вернемся к вопросу о глубоких тенях, да? Так.
Получается, мы можем их реализовывать для танков онлайн. И по возможности выбирать, портировать или не портировать в классику, если классика будет использовать современный же движок танков. То есть одновременно можно будет улучшения производить в двух проектах. В этом плюс HTML вот, получается. Да, это все плюсы про HTML5, но мы сейчас плавно переходим к монетизации, потому что монетизация этого проекта, вести отдельно целый проект довольно дорого и тяжело. Ну это да, конечно. И я уверен, что у многих людей есть вопросы, типа, почему только сейчас и каким образом вы вообще решились этим заниматься? Это все-таки дорого? Конечно. Если есть возможность, конечно, расскажи. Мы про это расскажем, потому что это тоже упирается в монетизацию, и одна из объективных вещей — это до сих пор мы рассматривали этот вопрос с точки зрения, ну вот давай действительно запустим флеш-версию. Вообще я тебе страшную вещь скажу. Знаешь, первый раз... Страшно. Когда мы в офисе... Да, очень страшно сейчас будет, поверь. Знаешь, когда мы в первый раз в офисе обсудили вопрос, а стоит ли запустить старую версию танков онлайн на каком-нибудь сервере, и пусть она там живет, пусть они ходят, если сильно захотят. Как ты думаешь, когда мы первый раз этот вопрос... Блин, я вот хотел тебе этот вопрос задать. Ну, мне кажется, что это... Ну, это было давно, наверное, у вас уже. Ну, может, в году в 17-18, наверное. Нет, наверное, не так даже. Может, в 20-м. Слишком рано 17-18. Это и так старая версия была. 20-21, наверное, тогда у вас смысле появились. Ну, это мое предположение. Это первое. Либо второе, что это прям недавно было, что это в этом году появилось. Первый раз вопрос о том, запускать ли старую версию на отдельном сервере, мы обсудили в коридоре нашего офиса между мной, Владимиром Ковтуным и Антоном Волковым в декабре 2013 года. Офигеть просто. Это настолько давно было. Ну, тогда вы еще обсуждали, получается, танки классик вот в том самом понимании, то есть 2010-2011 год. Совершенно верно. А почему? Я предупреждал, что будет страшно. Это страшно. Ну, а что в итоге? Почему вы от этого отказались-то? Интересная же идея. Ответ такой же, какой и был тогда. Поддержка параллельного проекта в зафиксированной старой версии, а мы тогда боролись с читами, понимаешь? И ты понимал, что если ты оставляешь, ну, это терминология программистов, да, если ты оставляешь ветку проекта в каком-то старом состоянии, то ты не можешь из новой современной ветки просто брать и переносить какие-то решения. Для этого потребуется человек, который там сидит, который этим занимается. Это дорого, это увеличивает стоимость ведения этого проекта, это тяжело. И если бы мы начали тогда, у нас бы к тому времени вот таких вот версий осталось бы дофига. Ну, грубо говоря, и ты видишь, как пиратские проекты работают, потому что, по сути, они вот эмуляция именно вот этого, да? То есть вот тот запрос, который мы обсудили в 2013 году, первый раз аудитория его сделала, не знаю, в году, по-моему, 15-16. Да, мы были первые в этом смысле. Но проблема осталась та же самая. Его очень-очень-очень тяжело поддерживать, его очень тяжело развивать, даже если ты сильно хочешь это делать. Да, конечно. И они неизбежно погибают. То есть все эти пиратские проекты, они появились, они поначалу даже растет аудитория, но потом что-то такое странное происходит почему-то во всех проектах, что аудитория сперва перестает расти, потом падает, потом она вешается на какое-то плато, и потом медленно тухнет. Ну, что касается вот старых проектов 2010-2011 года, они существовали, они вымерли. Но вот проекты 2015 года до сих пор на плаву, как вот те самые проекты, которые ты знаешь. Совершенно верно, но... Парадокс, опять же. Нет, не совсем парадокс. Просто для меня это немножко разные промежутки времени. Это неизбежность. Сейчас что произошло? Почему эти проекты вообще стали интересны? Ну, потому что мы, в принципе, закрыли флеш. То есть, чтобы получить этот опыт, есть единственное место, где ты его сейчас можешь получить. Ну, я имею в виду, ребята ненадолго, поэтому готовьте лопаты. Вот. Тем не менее, это генерирует, но это даже не генерирует достаточно пользователей, чтобы расти. А танки онлайн, по сути, единственный генератор таких пользователей, которые хотят вообще на это посмотреть. Потому что если ты пытаешься, там, не знаю, выйти в интернет, то что-то как-то не особо люди-то хотят в это играть. Интересно получается, да? Да. Вот, и именно тогда мы и приняли решение, тогда же вот обсудив в 3 человека, которые отвечали за будущее танков, такой маленькой продюсерской группой, мы приняли решение, что нет, это того не стоит. Я вижу, что игроки с нами не совсем согласны, но вот то решение и мотивы, которые заставили нас его принять, оно, по сути, все это время и действовало, потому что мы смотрели на проект несколько по-другому. Типа, что если это будет, зафиксированная версия игры? Это было нереально тогда, это нереально сейчас. Мы видим, что это до сих пор не работает. Если бы мы это сделали, я вижу комментарии пользователей, и совершенно справедливый комментарий, опять же, цитата, они просто сделают очередной говно-проект по старым танкам. Это справедливый комментарий. Видел тоже такие, да. Это совершенно справедливый комментарий. Я на них не обижаюсь, потому что они зрят в корень.
Зачем нам делать очередной говнопроект по старым танкам онлайн? Да, и возвращаясь к монетизации, представь себе такой момент, что вот у тебя проект, на который, допустим, требует поддержки старой версии, и проект, который не требует поддержки старой версии, который может получать обновления из текущей. Второй звучит сильно дешевле. А сильно дешевле означает, что гораздо ниже требования к монетизации такого проекта. Опять же, вспоминаю о том, что я сейчас говорил про танки онлайн, что танки онлайн сейчас очень неплохо монетизируются. Старый проект даже близко к ним не приближается, поэтому я когда... Ну, скажем так, я оценил перед запуском проекта, я собрал все возможные данные, я оценил примерный объем аудитории, который мы ожидаем. Он не 50 тысяч, не 100 тысяч, ребята. Не 100. Давайте будем объективными, мы все сильно постарели. Не, ну о 100 тысячах никто не говорил. Вот 30 тысяч вот возможный. Были, поверь мне, я видел, и ты сейчас легко можешь найти видео на YouTube, которое буквально так и называется, ну, или у него на, как это? На превьюшке? На тамнейле висит, типа, плюс 100 тысяч онлайна, если вы сделаете вот это все. Ну да. Я понимаю, ребята, нет, этого не будет. И даже не 50 тысяч. Я, честно говоря, даже на 30 не рассчитываю. Даже на 30 не рассчитываешь, даже так. Да. То есть я тебе честно скажу, что чтобы этот проект случился, мне нужно было рассчитывать на абсолютный минимум возможного онлайна, который туда придет, чтобы этот проект не ушел в минус на запуске. Но ты же уже видишь, что там просто огромный ажиотаж, уже, объективно больше, чем по танкам онлайн, даже вот по просмотрам, если вот брать. Я в компании, получается, 10 лет, да? Да. Не, больше, подожди. Да, больше. Я с 2013 года. Это небольшой ажиотаж. Не, в сравнении с новыми танками. Я понимаю, но это небольшой ажиотаж. И я понимаю, что ажиотаж — это одно, но сколько реально придет игроков в это играть, это совсем другое. И я не рассчитываю, что там будет сильно больше онлайна, чем, скажем так, даже в лучшей из пиратских версий игры, я не считаю, что там будет больше онлайна, чем в этой пиратской версии. Честно тебе скажу. Я рассчитываю вот именно на такое число. Ну а почему? Почему? Я буду рад, если будет больше. Я буду счастлив, если будет больше. Но минимум, чтобы проект имел смысл, я рассчитываю именно вот на такое, что если меньше, то проект проще закрыть. Вот так, значит. Но я о чем говорю? Очень низкий пол. Очень низкий пол. Из этого низкого пола следует... Что значит низкий пол? Некоторые особенности. Низкий пол — это означает, что, нужно очень мало аудитории набрать, чтобы проект имел смысл. Это влияет на монетизацию. Мы, опять же, там было очень мало контента, да? Но все упирается в оптимизацию, то есть ты думаешь, недостаточно монетизации в танке Classic? Я объясню, о чем я говорю. Я не говорю о том, что там все будет дорого. Скорее всего, нет, наоборот. Давай, мы остановимся на вопросе монетизации старых танков. Почему старые танки, как ты думаешь, вот этот ажиотаж, этого недостаточно? Почему может быть провал проекта? Чего не хватает? Да, я уточню. Я не считаю, во-первых, я буду рад, если придет больше игроков, чем я ожидаю. Это главное, что я ожидаю, что придет немного игроков. И я, исходя из этих ожиданий... Ты ожидаешь, что придет немного игроков? Да, я ожидаю, что придет очень низкий онлайн, похожий на онлайн там успешных пираток в лучшем случае. Успешных пираток, это мало. Это сколько это? 3000? 1000? На самом деле, даже меньше. Я рассчитываю там где-то на 1500-2000 максимум. И, опять же, я не имею в виду, что там будет все дорого. Я, наоборот, считаю, что там все будет довольно дешево. Просто вопрос, что нужно правильно подойти к монетизации этого старого проекта. Вот ты сам говорил, да, что у вас в те времена, вот в пике, в 2015-2014 году у вас было много игроков, но монетизация страдала. Вот, и я поэтому... мне тоже интересен этот вопрос, у меня даже свои предложения есть. Вот как лучше это все монетизировать? Потому что монетизация в танке Classic, она, скованная. То есть, что там можно продавать, кроме кристаллов и прем-аккаунта? Челленджи, может быть, не знаю. Да, слушай, давай начнем с того, что хочется продавать. Хочется продавать в лучшем случае кристаллы и премиум аккаунты, собственно, и все, потому что иначе это уже не совсем классик. Вот, может быть, в прем-аккаунте там углубляться в плане вот того, что вот в про-битвы там только с прем-аккаунтом заходить там, например, это просто предположение. Прокачивать монетизацию прем-аккаунта. Вот так можно сформулировать. Да, но либо так, то есть как можно достичь этого параметра? Либо ты делаешь все, там, не знаю, дороже и прокачиваешь монетизацию. Это один вариант, мы его сейчас обсудим. Либо второй вариант, это ты делаешь так, чтобы проект был просто для тебя дешевле, для разработчика на его поддержку. Это тоже вариант. Давай обсудим оба этих подхода. Вот, допустим, мы решили развивать монетизацию старого проекта. Я очень специально начал все с старого парадокса, потому что тогда, если ты пытаешься развивать монетизацию старого проекта, ты неизбежно упираешься в потолок старых танков, потому что вот все вещи, которые есть по монетизации сейчас, они работают именно сейчас, не просто потому, что они, сейчас просто сделаны, да, я имею в виду, можно было ввести 3 валюты в танки онлайн еще и в 2013 году. Да.
Но что бы это дало? Дело в том, что все эти валюты, все эти способы монетизации, они бесполезны без самого главного — Так. контента. Что ты под контентом подразумеваешь? Пушки, корпуса, краски, устройства, эффекты выстрелов, все вообще. Да? Ну, у нас вот в танк классик это же ограничено. Вот именно. Да. Мы приходим к самому большой проблеме этого парадокса, что старые танки жили, и любой фри-то-плей проект, в танке онлайн в том числе, до сих пор, они живут за счет того, что выводится новый контент. Это не мое мнение, это мнение всей индустрии, она это видит. Если ты делаешь контент, если ты делаешь контент, ты живой. Если ты останавливаешься в контенте, ты умираешь. И здесь появляется проблема, очевидная, со старой классикой. Во-первых, туда очень проблемно делать контент. Она была не рассчитана на какой-то вообще контент, грубо говоря, потоковый, да? Да. Она была рассчитана, и мы ожидаем, что классика — это, 6 пушек, 5 корпусов, и все, и больше ничего. Мы не рассчитываем, что там будет становиться больше пушек, да? Иначе это в какой-то момент перестанет быть классикой. Да. В плане пушек контент не надо рассматривать, я думаю. В контент надо в другом плане рассматривать, как его продвигать. То есть там, может быть, резисты отделять от красок. Вот тоже, это я не знаю, как вы там решаете. Вот многие, кстати, против вот этого момента. Может быть, эффекты выстрелов продавать. Может быть, те же Legacy скины вводить как-то, чтобы их можно было очень тяжело получать. Те же XT скины очень тяжело, чтобы можно было получать. За тот же донат. Ты совершенно прав, но здесь я объясню вот какую причину. Старые танки, чтобы в них получилась хорошая монетизация, они могли быть до сих пор стабильным проектом, который много зарабатывает и позволяет себе развиваться в будущее, в них нужно было добавить именно этот самый контент, но его невозможно было добавить. Если ты помнишь, в те времена даже скины невозможно было делать отдельно от пушек и корпусов. Например, XT скины — это был реально дополнительный танк, который ты получал. Кстати, да. Устройства тоже появились не сразу, и они по многим причинам несколько лет не масштабировались совсем. Это было там конкретные 3 устройства на пару пушек, на некоторые они потом вообще на Гауссе, по-моему, устройства первые появились вообще чуть ли не через несколько лет после появления Гаусса, да, чуть ли не позже, чем они появились на новых пушках, которые после этого вышли. Проблема в том, что вот тот проект, он мало того, что не был рассчитан на дополнение контента, он не был способен его, в принципе, получать. Знаешь, у меня в планах не было сделать в игре 300 плюс красок. Да. Более того, если бы у меня была возможность, допустим, в проекте с чистого листа делать много красок, я, во-первых, бы делал это медленнее, во-вторых, я бы их разбавлял. То есть я делаю краску, а потом я, допустим, делаю устройство, потом эффект выстрела, потом скин, потом пушку, вот так вот. Ну, вот краска тоже как способ монетизации. Но в танке онлайн получилось по-другому. Краска была способом монетизации, но этот способ монетизации из-за того, что долгое время он был единственным, он привел к тому, что с красок стало 300+. Перебор. Вот, это эмоция. Есть предел, понимаешь? Есть такое понятие, как, давай скажу, capacity, да? Объем. Давай. Объем, допустимый объем развития. Да. Пушки. Сколько можно в игру добавить пушек к тому моменту, как это станет совершенно бессмысленно? Да я не считаю, что уже сейчас можно добавлять пушки, чтобы, у меня есть идея еще 4 максимум. Да, допустим. Но после этого я уже скажу, ребята, все. Если мы будем добавлять пушки, мы неизбежно займемся самокопированием, и это станет уныло, это сломает фундаментальную вещь в танках онлайна, фундаментальная вещь, про которую ругались там еще на вилах и ножах и топорах основатели танков, что в игре не должны быть просто улучшенная версия старой пушки. Если у тебя новая пушка, то у нее новая механика. Это обязательно. Да? Так, если подумать, то некоторые пушки тоже друг друга копируют. Вообще, брать новые танки, то это приемлемо для новых танков, мне кажется. Да, но понимаешь, все равно остается требование, что если ты делаешь пушку, я не могу сделать огнемет 2. Да? Помнишь, это вот возвращаясь к ребалансу. Это прям утрированно звучит, это понятно, да. Я уточню границу, это важно. Давай, Гром — это Смоки 2, да ведь? Да. Но обрати внимание, что этот гром, во-первых, по-другому выглядит, по-другому звучит, по-другому анимирован, у него все свое нарисовано, ты со стороны видишь, что это другая пушка, и у него у него другие механики. Да? Конечно, да. Я понимаю, что здесь вот эта интересная граница. Орех, ты же сам сделал так, что граница размытой. Да, но это опция. Это опция. Ты можешь либо это сделать, либо не сделать, как захочешь. Это от тебя зависит. Но пушка, я это все еще соблюдаю, это продолжит соблюдаться до основания, до закрытия проекта. Если это пушка, то это новая пушка, у нее должны быть свой взгляд на механики, свой внешний вид, ты должен ее видеть как отдельную вещь. И здесь получается, что новые пушки ты в классику, во-первых, не хочешь сильно добавлять, во-вторых, не сильно можешь много добавить. С корпусами ситуация немножко иная, да? То есть, грубо говоря, у тебя есть там 10 штук, да, 10 штук ты не можешь сделать, 100 штук, да, чтобы вечность это делать. Не можешь. Ты можешь сделать в лучшем случае в 2 раза больше и все. Корпусы, неважно, кто куда ударение ставит, и как хотите. Так. Та же самая ситуация. Причем ситуация до, допустим, появления овердрайва была еще более тяжелой, потому что различать Васп и Хорнет еще было возможно. Титан и Мамонт, скажем так, от патча к патчу зависело, да? Там
не то, что ты бы хотел бы видеть в игре, согласись. Ну, типа того. Хотелось бы. Это привело к появлению, собственно, овердрайва потом. Краски. Окей, краски были проще всего, их было можно сделать много, но опять же, был какой-то момент, когда ты либо узнаешь все краски, которые есть в игре, и ты понимаешь, откуда эта краска и что она значит. Либо их становится так много, что тебе становится наплевать. А наплевать — это очень плохая эмоция, потому что как только становится наплевать, их перестают покупать. Ну, сейчас даже тенденция есть, что вот на анимированные краски забили, вот больше даже цены обычные краски, ну, просто без анимации, которые Зевсы старые, Продиджи, вот. Делаем, да. Вот мы не делаем, и все возвращается просто к тому, что лучше выглядит. Вот, да, и пока мы делали, еще как-то это работало. Вот. То есть, получается, и краски не спасение. Допустим, эффекты выстрелов, но, я не знаю, радуга, она ограничена. Цветов не так много на самом деле, да, тем более, чтобы они друг от друга отличались. То есть это тоже не вариант. То есть, понимаешь, для меня это, я это к чему веду, что с моей точки зрения классика не может монетизироваться через добавление контента. Вообще совсем. И я считаю, что это важная граница, потому что, да, мы можем, там, не знаю, там через год, если нас сильно упросят, добавить какую-нибудь одну новую пушку. Но уже это будет проблемой. И главное, что мы не можем на это рассчитывать в долгую, что если мы хотим классику, которую... Ты же хочешь, чтобы классика была классикой, ты через 10 лет мог прийти и такой, поправляя бороду, такой, было время, вот сейчас поиграю немножко в классику, да? Вот хочется же так, да? Ну да, вот чтобы ничего не поменялось, да, чтобы вот рамки, вот все осталось так же. А мне, как разработчику, хочется это дать, потому что, несмотря на то, что вот мы такие злые люди и развиваем танки онлайн в своем каком-то направлении, мы тоже помним свои корни, мы помним эту старую игру, мы понимаем, почему мы не можем к ней вернуться, но нам хотелось бы создать, по сути, музей, в который ты приходишь и в который ты можешь вспомнить, как это было. Потому что корни помнить полезно. Но мы сейчас вот обсуждали аналогию с красками, что вот, ладно, краски там, может быть, недостаточно монетизируются, пушки в классику мы не добавляем, то есть это понятно, то есть рамки есть, не добавляем новые пушки. Почему нельзя через премиум, через кристаллы, через челленджи, например, монетизировать еще какие-то фишки? Вот смотри. Челленджи там незначительно. Контейнер, вот тоже спорный вопрос, тоже вот непонятно, вот надо, не надо. Контейнер, мне кажется, идеальный вариант тоже вот для монетизации. Ты в правильную сторону смотришь, но я тебе сейчас объясню, как различать вот все эти вещи, которые ты в одну кучу свалил. Контейнеры и челленджи, они рассчитаны именно на контент. Я вот знаю пиратский проект, который задается вопросом, добавлять ли там челленджи, лутбоксы или не добавлять. Они добавили, нет? Я не знаю, мне не интересно. Главное, что, во-первых, мне не интересно наблюдать за проектами, которые превращаются в меня же. Я имею в виду, мне очень льстит копирование моих решений, но, ребята, господи, вы же классику делаете, делайте, классику. Нет, я не про это. Про то, что перед тем, как принять это решение, они задавались очень серьезным важным вопросом. Окей, мы сделаем контейнеры, что в нем должно быть? Контент. У нас его нет. Смотри, там можно просто, знаешь, офигенно было предложение от зрителя, что челленджи не должны быть постоянны. То есть, допустим, только на праздники. Допустим, только на Новый год появляются, смотри, челленджи, и там, ты контент говоришь, нет контента. Можно добавлять что? Кристаллы, нарко, подарки ежедневные, подарки, которые вот в том виде, подарки, сейчас вот в танках нет подарков, кстати, а вот тогда были, вот можно какие-нибудь подарки вот на эту монетизацию делать, и там за последний уровень, там, если кто-то добьет, это же челлендж, чтобы он был сложный еще, чтобы тяжело было дойти до конца. И за последний уровень, чтобы кто-то уже получал там вот за деньги скин там, я не знаю, там какой-нибудь уникальный. В таком плане. Вот скин уже граница, понимаешь? Граница, да, это вот самый крутой приз. Ты можешь уже, но ты не можешь даже уже и на это рассчитывать, потому что в какой-то момент скины у тебя кончатся, и они кончатся довольно быстро. Закончатся, но можно тогда, кристаллы, прем, подарки. Но опять же, знаешь, упираемся. Вот, есть вещи. Да, это, понимаешь, для меня это серьезная проблема. Это для меня граница, потому что для меня это очень важный вопрос, потому что я либо делаю проект, который на фундаменте может существовать вечно, да, грубо говоря, для нас 10 плюс лет вечно для нас, для всех, но, допустим, он может существовать так долго времени, либо я рассчитываю на что-то, что мне в какой-то момент я не смогу это больше делать, а с этого момента проект, у него поменяется как бы окупаемость, расчетная стоимость, и, скорее всего, придется его там либо закрывать, либо что-то с ним делать, я не хочу этим заниматься, я хочу вот сделан проект, ты в него играешь, и мне не нужно пересчитывать его экономику. Это очень важно, да, потому что это, мне платят не за классику, окей, мне платят за развитие танков онлайн. Это понятно, да. Люди могут спорить на этом сколько угодно, но мне почему-то до сих пор платят, ребята, окей, да. И мое время, скорее всего, будет направляться тоже не мной, то есть даже если я увижу, что в классике есть проблемы и нужно что-то добавить, скорее всего, у меня не будет на это времени, а может даже не у меня, понимаешь? То есть мне нужно сейчас сделать проект, который должен будет жить, условно говоря, без меня и без текущих разработчиков. Нифига себе задача, да? Да, то есть вы рассматриваете классику без обновлений, без ивентов, то есть чтобы они были? Это пока вариант. Мы сейчас с тобой рассматриваем, какой из них лучше.
То есть, возможно, мы сможем добавлять новые скины со временем, но давай мы сперва придем к фундаментальному вопросу. Про ивенты. Ну, там обновление-то понятно еще, там, что можно... Это добавлять. тоже вопрос, потому что, смотри, сперва нужно начать, как говорится, с самого консервативного подхода. Это у тебя должны быть бесконечные вещи, проект должен построить на них. То есть кристаллы, расходники, да? Это то, что было в старом проекте. Да. Я бы, конечно, хотел добавить в игру гранаты, но мы пока не будем. Не, Орех. Я понимаю, но Да. мы не будем добавлять там заряды для овердрайвов, потому что это тоже отдельная, как говорится, банка червей, которую нам не хочется открывать. Мы, по сути, даже не хотим добавлять больше красок, чем было в какой-то момент в танках онлайн, допустим, когда появились первые анимированные краски, да? Хотя это приемлемо, на самом деле, вот, в плане красок. Какое-то время, понимаешь, но в какой-то момент произойдет то же самое, что и в танках онлайн. Придется их либо рисовать, либо приносить из танков онлайн, что уныло, честно говоря, да? И либо игрокам перестанет быть интересно. Новая краска, да мне пофиг. Что тоже плохо. Да? Ну, то есть мы, получается, должны рассчитать все даже без расчета на новые краски. Я считаю, что в игре там должно быть что-то там меньше даже 100 красок, допустим, да? Но чтобы ты точно знал, что вот эта краска за это с такого-то звания, это вот такая-то классная, она делает то-то, то-то. Но ты считаешь, краски должны быть с резистами, встроенными или уже отделенными на модули? О, сейчас до этого дойдем. Тоже вообще, идем, мы все идем, слушай. Да, что моя-то идея, что лучше, конечно, разделить краски и резисты. Я понимаю, почему у всех даже нравится. так думаешь, Я да? понимаю, вот смотри, что я понимаю. Что очень удобно было в старой версии игры, что ты по краске понимал, какие резисты есть у игрока. И это хорошо. Да, но это же изюминка была, да. Это хорошо, я это понимаю, это очень классно. Но у этого была проблема, которую, я как знаю, пиратки попытались решить, но они вляпались в ту же самую проблему, в которую вляпался я. Не хочется добавлять модули, но надо. Потому что, почему? Ты либо делаешь у всех красок защиту, но проблема в том, что тогда ты опираешься на память игрока, да, и ты тогда еще больше ограничен по краскам. Краски должны помещаться в память игрока. Грубо говоря, человек может держать одновременно там 7 вещей в памяти, да, и если в одном бою ты видишь больше, чем 7 красок, ты не помнишь, от чего какой резист. Да, это чудовищно. Получается, что такая ситуация. Ты хочешь делать как бы больше красок, и простое решение — это просто у них разные комбинации резистов, и таким образом ты как бы решил эту проблему, но проблема появилась другая. Теперь игроки не помнят все эти резисты, и из-за этого они перестают воспринимать резисты как вещь, которая может или не может быть, они перестают читать краски, а как только они перестают читать краски, ты приходишь к тому же вопросу, с которого ты начал. Если для них, если они по внешнему виду не могут определить резист, но у тебя было решение типа разделять краски или не разделять краски, ты решил не разделять, но они все равно не могут отличить по внешнему виду резист, то какого черта? У меня есть другой пример насчет разделения и неразделения. Давай. У разделения красок и резистов тоже не было, одной версии. Помнишь ли ты, какие версии были у разделения красок и резистов? В Зевсе, например, там вот была вот защита от рикошета, по-моему, от Жиги, от Фриза. 3 резиста, примерно так. Но в некоторых было 4. Ты про это? Все верно. Вот, я вот про это. Что когда краски и резисты поделились, первое время резист равно несколько пушек, от которых он защищает. Это потом они уже поделились, стали вставляться и выниматься из слотов как угодно. И здесь для меня вот интересный момент, что я про это еще не говорил, но я думаю, сейчас это лучший момент это сказать. Давай. Хотя я про это упомянул немножко, что для меня, наверное, геймплей не лучше был в 2015 году, а для меня лучший геймплей был тогда, когда я играл. А ты играл? А это когда? 12-й год. 12-й То есть с 11 по 13 года я самый активный был 11-12 год. Для меня это лучший геймплей. И я многие вещи оттуда именно помню. Ну, до ребаланса ты имеешь в виду? Да, именно до ребаланса. И до ребаланса с резистами была одна интересная штука. Так. Так как там были линейки вооружений, у тебя, по сути, было 3 пушки в бою, да? Ближний бой, средний бой, дальний бой. Да. И краски, которые мы экипировали, делились именно по этой логике, что у тебя были либо резист, который защищал от ближнего боя, либо на средней дистанции, либо от дальнего боя. Понимаешь, к чему я веду? Если бы я разделял краски и резисты, я все еще не говорю, что это обязательно будет. Мы потом придем до конкретных решений, их отдельно обсудим, даже, возможно, не в этом интервью. Спойлер. Но если бы я разделял краски и резисты, я бы не стал делать отдельный резист на каждую пушку. Я бы вернулся к доребалансному подходу, когда у тебя есть один резист, который защищает от всех пушек ближнего боя, один резист от всех пушек дальнего боя. Вот так вообще. И игроки бы гораздо, внешний вид какой ты хочешь, но резисты ты бы очень быстро понимал, во-первых, от чего у него сейчас резист, и второе, от чего ты не видишь у него резист, и от чего у него резиста точно нет.
Блин, что-то Понимаешь? новенькое, слушай. Вот это интересная вещь, потому что мне, я опять же говорю, мне не нравится ни один конкретный год в танках онлайн, мне, не нравится, именно поэтому я работаю над танками онлайн до сих пор, понимаешь? Все еще нехорошо, все еще плохо, и никогда не было хорошо. Но были решения, отдельные решения в разные годы, даже с самого начала игры были вот даже не момент игры, а вот конкретные решения, которые были классные. Понимаешь? И по монетизации, и по вот таким вещам. Краски, резисты — это монетизация. Но я бы не стал рассматривать их с точки зрения монетизации, я тебе объяснил почему. Потому что объем ограничен, не хочется увеличивать. А вот с точки зрения ощущения от игры, я бы, грубо говоря, сделал по одному резисту на каждую эффективную дальность в игре. Для меня это 4 дальности, чтобы все понимали. Я сейчас повторю. Это пушки ближнего боя, туда входят огнеметы и фризы. Пушки малой дальности, туда входит твинс рикошет. Пушки среднего боя, условно говоря, смока и что там рядом с ней валяется. И пушки дальнего боя — это, рельса, очевидно, да? Вот 4 дистанции для меня есть. Мы можем сохранить, конечно, до 3. Но на самом деле я вот считаю, что 4 лучше всего. Но опять же, для меня вот это не принципиально. То есть в игре, по сути, если краски и резисты разделяются, будет только 4 резиста. Для меня кажется, что вот этот подход лучше всего, потому что я помню, когда я в это играл, я помню, почему это было классно. У игрока в бою появлялась роль. От твоей роли ты выбирал резист, который твою роль усиливал. И другие игроки даже не по краске, а по роли понимали, чем ты занимаешься, и могли либо изменить свою роль, либо продолжать бодаться с тобой, как бараны в ворота, просто потому что они сделали этот выбор. Вот этот геймплей, он лучше, чем и решение не отделять резисты, и лучше, чем решение, как сейчас, когда, честно говоря, мне не нравится текущая система, когда у нас по защитному модулю от каждой пушки. Да, я серьезно? Мне она не нравится, потому что мне не нравится играть в игру. Я зашел в бой, посмотрел, какой у самого топового игрока резисты, поменял резисты под него, он потом поменял пушку, и я такой, твою. Вот это да, все время друг под друга все меняют. Либо мне опять переодеваться, либо выходить из боя. Я не хочу переодеваться каждые 5... Я не играю в гараж. Я хочу играть в танки. Почему я должен это делать? И почему выигрывать среди нас тот, просто у которого хватило больше терпения ходить в гараж? Да это дебильный геймплей, извините. А ты сделал бы такое в новых танках? Вот такую вот механику, которую ты предложил по поводу резистов? Я не могу это сделать, потому что это откат назад, который создаст кучу проблем. У меня есть другое решение, которое типа шаг вперед. Но я не буду про это говорить, это спойлеры про потом уже будет. Танки. Понятно. Да, главное, что в старых я вижу как бы разделение, то есть то, что мы сделали где-то с 15-16 года, но с геймплеем до него. Понимаешь? Да. Мы сейчас к этой мысли вернемся, потому что она касается того, как я вижу вообще геймплей в этой классике, но давай еще немножко про монетизацию. То есть, получается, мы должны рассчитать монетизацию на вещах, которые бесконечны. Да, согласен? Да, вот ты говоришь, что вот кристаллы, премиум, краски, пушки, это все недостаточно. Не краски, нет, краски уже нет. Краски мы не берем. Смотри, вот давай еще раз пройдем границу. Для меня граница — это бесконечность. Бесконечность. Кристаллы могут быть бесконечными. Кристаллы прем-аккаунт. Что еще? Расходники могут быть расходники, бесконечными. точно, расходники. Значит, можно. Премиум-аккаунт может быть бесконечным, значит, можно. Краски не можем. Контейнеры не можем, потому что они построены на красках. Мы можем сделать контейнеры, которые не построены на красках. Да, кстати, вот и почему нет? В принципе, это вариант, почему бы и нет, я вполне согласен. Мы можем сделать челленджи, но не челленджи, которые рассчитаны на краски или скины, потому что они ограничены. Но мы можем сделать челленджи, которые не ограничены, то есть на расходниках и кристаллах. Главное, чтобы расходники и кристаллы оставались, ценными. Все верно, да? Да, конечно. Вот здесь для меня очень важная граница, я ее изо всех сил попытаюсь соблюсти. Я хочу сделать так, чтобы проект был самодостаточным только на кристаллах и расходниках и премиум, по сути. А вот все эти вещи, которые требуют введения нового контента, я считаю, что это граница, которую мне изо всех сил, только вот если мы сильно захотим сделать скин, знаешь, типа вот как мы сделали Legacy Теслу, да, типа... Да, вот много вопросов. Угораете, что ли? А мы угорнули, мы правда Mode. сделали Legacy Теслу, да, и мы ее сделали, и можем просто засунуть назад, но мы не будем этого делать, Тесла не будет в конечно, классике. не. Но, честно, знаешь, это как опция. Если арт-отдел захочет, у меня как бы подход к арт-отделу. Ребята, если вы хотите сделать круто, делайте круто. Моя задача сделать так, чтобы у вас были на это деньги. Все. И вот тут то же самое, что если мы захотим в классике сделать какой-то новый скин, то должно быть не так, что мы обязаны сделать, чтобы классика продолжала существовать. Мы должны, наоборот, сделать так, чтобы в классике появилось что-то новое, что все примут. Понимаешь, это очень узкий момент, который я хочу донести, что у нас подход к классике совершенно другой, чем к танкам онлайн. Танки онлайн, как фри-то-плей проект,
проект обязаны получать контент. Я понимаю, что вы 100%. недовольны, что вы Да. жалуетесь на большое... Но я как я вижу, я выпускаю контент, вы его покупаете. И нас все устраивает в текущих танках онлайн. Вот здесь важный момент. Для определенной аудитории это как выглядит? Я вывожу новый контент, игроки его покупают. Что мне это сигнализирует? Что надо контент, правильно? И танки онлайн, они построены на этом. Сейчас вот со всеми вот этими устройствами, челленджами и все на свете, и красками я придумал как бы слоты, да, вот устройства, да? Так. Это сейчас как слоты. Я могу сделать столько устройств, сколько я смогу, и в эти слоты всегда можно засунуть новые устройства. Краски то же самое. Скины из пушек и корпусов переехали внутрь опций внутри твоего танка. Это тоже вещь, которую нам пришлось сделать, чтобы добавлять больше контента. Игроки покупают этот контент. То есть танки онлайн в их текущем виде работают вот именно в таком духе. Классики у меня совсем другой подход. Я считаю, что классика должна быть зафиксирована вот в этом очень маленьком геймплее, да, в очень узком, в котором я не просто не хочу добавлять новые вещи, я хочу, вот момент важный, специально сделать так, чтобы если, допустим, даже меня здесь не будет, и даже текущей команды разработчика не будет, чтобы пришли новые люди, чтобы даже для них это стало проблемой, и они дважды подумали, стоит ли это делать. Это очень разный подход к проекту. Я хочу сделать проект, который существует в определенном отрезке времени. Я говорю о рамках, я говорю об ощущении, которое возникает. Появление нового контента меняет ощущения. Я хочу, чтобы у этого проекта ощущения были зафиксированы в одном промежутке. То есть ты всегда знал, что вот в танках онлайн там новое появилось. Да, я там сижу ради нового контента. Но как только я захочу вот старых тех ощущений, я всегда знаю, что они вот есть здесь. Это очень разный подход, люди должны это понимать. Я человек, который делает свою работу, да? То есть в танках онлайн я делаю свою работу, я добавляю новый контент, я делаю монетизацию, я все это улучшаю. В этом проекте я тоже буду делать свою работу. Моя работа будет отличаться. Работа команды, которая будет над этим работать, отличаться. Работа сделать так, чтобы вот эта вещь была ощущениями в капсуле. Вы приходите и получаете эти ощущения. Вот чего мы хотим. Многие спрашивают еще, вот у вас в этом плане вообще вот как-то по ресурсам хватит ли содержать 2 проекта? Господи, слушай, вот когда у нас была хуже монетизация, мы содержали, что там, Танки X, King Hardcore. Вот, да, у вас был опыт, да, уже такой. Еще какой-то мобильный проект, еще что-то там. Ну, просто у вас одни и те же разработчики это все поддерживают, или вы новую команду набираете как-то? У нас было 3 движка только на танке онлайн, то есть это были все разные люди. Понимаешь, мы как бы, для нас сейчас поддерживать 2 проекта, это смешно. Ну, это ни о чем, короче. До этого мы поддерживали 10 проектов, окей, допустим, грубо говоря, да. У меня сейчас работают те же люди, которые были у основания танков онлайн, понимаешь? У меня в компании, я имею в виду, а у меня это в смысле на проекте. И получается, что это никакая не проблема. Я, наоборот, в начале года мы в одном из видеоблогов сделали анонс. Ребята, у нас есть команда, которая работает на Unity. Я, наверное, не буду сильно спорить, если скажу, что в этой команде есть люди, которые работали на Танком X. Это та же самая альтернатива. Мы существенно внутри, вот люди, которые работают, да, мы меняемся, люди уходят, приходят, но ядро осталось то же самое. Поэтому мы-то очень хорошо помним, как оно было и как это сделать, потому что мы все эти решения принимали. Мы в глаза, понимаешь, мы многие вещи, мы просто смотрим на такую проблему, и мы не пытаемся вспомнить, почему это было так сделано. Мы глубоко вздыхаем, потому что мы все помним, почему это было так сделано. Да? Слушай, а вот год назад вы говорили, что, ну вот в начале этого года, что в танках онлайн присутствует прям рекордное количество разработчиков, рекордное количество вообще работников. Связано ли это было уже на тот момент, что будет проект Танки Классик, или это было не про это вообще? Нет, это не про это, и этот анонс про танки онлайн мы до сих пор не сделали. По-моему, все вилами не то, что вилами на воде писано. По-моему, мы уже достаточно пронамекали. Мы не будем сейчас касаться этого вопроса. Я просто еще раз скажу, что у танков онлайн свое будущее, и с ними все будет хорошо. Все. Давайте отдельно про классику, и не переживайте. У вас останутся ваши танки онлайн, у вас будет ваша классика, и классика будет именно такой, как я сейчас ее пытаюсь объяснить. Во всяком случае, я сделаю все возможное, чтобы она была именно такой. Одним опытом, который вы приходите, вы всегда можете рассчитывать, что именно этот опыт, и он никак не будет меняться, потому что мы изо всех сил будем пытаться этого не делать. Мы еще с тобой вот разговаривали по поводу того, когда вы впервые пришли к вопросу о классике. Ты сказал, что в 2013 году вы там с Владимиром Ковтуном, ты сказал. Ковтун. Я помню такого человека, но сейчас он работает сейчас вообще еще в альтернативе? Нет, он давно ушел из танков, но он был одним из первых геймдизайнеров в игре. Не рыженький такой случайно? Нет, это был Александр Рогожников, он еще был до него. Перепутал. Ну вот, я не к этому вообще, к тому, что вот тогда вы уже планировали, а вот когда у вас началась вот идея про танки Классик? Потому что вот я поковырялся, люди поковыряли, что домен был зарегистрирован 40 дней назад, сентябрь примерно.
Когда вы к этому пришли вообще, вот, танком классик? Ну, как ты понимаешь, регистрация домена — это когда уже люди, как говорится, есть бюджет и готовы подписывать покупки, да, то есть это уже... Там и поздно. знак защиты авторского права уже был, и ННН альтернатив, да, мягко говоря, это уже как бы хвост всего этого. Ну, скажу так, что в начале года такого решения не было точно. То есть вы в этом году только к этому пришли? Это очень интересно, к такому интересно. Варианту, да. Мы пришли именно в этом году, и да, там есть интересный мой пост на форуме, который можно найти, в котором я говорю, что старые танки не нужны, они никому не нужны. И из этого поста все и выросло. Почему ты так написал? Ну, постепенно. Я имею в виду не сразу после него, не надо сравнивать этот пост с моментом, когда мы решили заниматься классикой. Этот пост, он совершенно справедливо говорил о том, почему я сейчас рассчитываю на минимум активности. Мы видим, что да, у ютуберов много просмотров, прибежали люди, хотят классику. Да. Мы очень рады, что именно это происходит. Но до того, как мы все это запустили, до того, как начался вот этот вот вал новостей, мы, как это говоря, аккуратно проверяя интерес, включая разведку по всем пиратским проектам, мы видели, что, объективно говоря, когда это есть, в это играет сильно меньше людей, чем готово на словах. Я понимаю, что несправедливо считать по пиратским проектам, потому что они пиратские, да? Люди даже если пойдут туда играть, они прекрасно понимают, куда они идут. Как ты описывал в своем первом видео, они могут просто в любой момент закрыть проект, удалить твой аккаунт, и они тебе ничего не должны. Да, юридически никак, да, конечно. И это до сих пор может произойти. А с компанией «Альтернатива» вопрос другой. Когда ты приходишь, ты знаешь, что ничего никуда не пропадет. Как минимум, если будет закрываться, то тебя не кинут, тебя предупредят, тебе, возможно, даже что-то и зарефандят. Ну, как фри-то-плей проекты закрываются, там они год, например, вырубают платежи, а только потом вырубают проект, типа в таком духе, да? Да. Это все равно разница. Я понимаю, что, исходя просто из заголовка «официальные старые танки», придет сильно больше людей. Да? Да, конечно, 100%. Тем не менее, на тот момент я посмотрел объективно, что происходит. Я понимал, что слишком низкая аудитория, и я, по сути, это и написал. То есть, как в тот момент мы видели внутри проекта, внутри компании, никто не был готов мне дать на это зеленый свет. И сама аудитория показывала вот объективными вещами, о которых я это сказал, что им неинтересно. Да, были просмотры, я понимаю, была тема, про нее спрашивали. Но, понимаешь, это разная вещь, когда они обсуждают и когда ты им конкретно предлагаешь. Тут граница. Ты, грубо говоря, ты приходишь к человеку и говоришь, мне нужно, допустим, там, не знаю, $1 миллион, чтобы сделать классику, да? Да. И он такой, типа, хорошо, почему ты считаешь, что она будет успешной и популярной? Про нее все пишут. И чё? Вот ты человек с $1 миллион, ты готов дать мне $1 миллион просто за словами типа, ну про это все говорят, дай мне миллион, и что-нибудь сделаю. Не, ну подтверждение какое-то должно быть, какие-то аргументы и так далее. Не просто какое-то, это твой $1 миллион, ты его заработал. У танков же есть инвесторы у вас? Инвестор есть у вас или это секретная информация? У нас собственники, мы никогда не берем деньги со стороны, мы живем только за счет своих собственных денег. Все за счет, понятно. Ну круто. Это самая страшная вещь для людей, которые думают, что мы там живем на какие-то инвестиции. Нет, мы не такие проекты, как все остальные, мы живем только на свои деньги. Там какой-то фейк был, что в прошлом году там альтернатива в минус ушла за год. Ой, слушай, это не фейк. Во-первых, это не фейк, но это не фейк? Как серьезно? Это? Как тебе объяснить? Мы не ушли в минус. Да, мы там выплачивали дивиденды, грубо говоря, да? Ну, а когда ты выплачиваешь дивиденды, ну окей. Причем это не прошлый год, результат не прошлого года. И, насколько я знаю, в прошлом году выходят результаты либо годом ради, либо еще до этого. Но немного задержкой, да. Ну, вот я скажу так. Если посмотреть по годам, да, вы, мягко говоря, удивитесь, насколько этот проект самодостаточный, если посмотрите внимательно. То есть, знаю, я тоже отчетность чекал, ну, по-моему, все хорошо там вот было. Я не знаю, как в этом году. Если внимательно почекать, я так скажу, да, что типа сколько мы заработали и сколько мы оставили себе, это разные вещи. И вот этот самый минус, нет, это не фейк, просто надо его правильно прочитать, надо достать документы и почитать, что это за минус. Просто все перевернули немного, не так. Куда эти деньги ушли? Эти деньги ушли людям, которым принадлежит проект. Считать ли, что проект из-за этого в минусе? Ну, не знаю, ребят, мы как-то после этого вторую команду Unity наняли. Думаете, мы это сделали почему? Потому что мы сумасшедшие? Или мы живем в минус по деньгам? Ну, не знаю. Мне кажется, это глупо. Это я тут другое вижу, что, типа, есть куча пользователей, которые, сильно утрируют, насколько все плохо, чтобы донести свою позицию, но потом, когда мы что-то делаем, они первые рады и покупают, я имею в виду, так вещи происходят. Это то, о чем ты говоришь в своих стримах. Ты совершенно правильно понимаешь, что одно дело, как говорится, языком ворочать, другое дело, куда деньги действительно тратятся. Нет, мы не в минусе. Мы до сих пор не в минусе, проект до сих пор в плюсе. Классно. Более того, я тебе скажу, что для руководства проекта это один из критериев, это его окупаемость, да, и уровень этой окупаемости. Он не должен уходить там ниже какого-то определенного уровня и точно не уходить ниже нуля, да.
То есть проект умудряется сейчас, не покупая трафик, имея низкий онлайн и имея довольно приличную команду разработки, быть все еще в плюсе. Это великое достижение, и надо недооценивать танки онлайн как бы сильно, ну, давай скажем это слово, как бы сильно хейтеры этого не хотели. Да. Ну, ютуберы сильно влияют на продвижение сейчас без рекламы такой пару. Нет. Нет? То есть ютуберы Мы можем к этому вопросу вернуться. Я бы сперва хотел, конечно, договорить о монетизации ремейки. Не, да, давай, конечно, я так... Ну, грубо говоря, да, давай коротенько коснемся этой темы. Ютуберы, по сути, делятся на два вида. Да? Это не мое представление, это как в индустрии это работает. Есть два вида ютуберов у любого проекта. Первый вид ютуберов — это ютуберы по этому проекту. Второй вид ютуберов — это ютуберы, которые мультипроектные. Это ютуберы, которые вообще снимают что угодно, они у тебя в игре, допустим, даже не появляются. Это просто разный тип ютуберов. Как они работают? Ютуберы, которые находятся на проекте, они вообще, грубо говоря, не приносят новую аудиторию совсем. Это да ладно? Большое заблуждение. Да, совершенно то верно. Есть, это подожди, то есть вот я, а остальные не приносят, ты хочешь сказать, да, никакой аудитории? Даже предыдущие топовые ютуберы, Афлопоид, Джека Микс, вот все эти да ладно, серьезно? гиганты и все такое, они другим занимаются. Они занимаются удержанием аудитории в игре. То есть, когда ты играешь в игру, ты сам, наверное, себя помнишь, ты, наверное, пришел в танки онлайн, ты потом открыл YouTube. Конечно, вот. Да. То же самое происходит со всеми игроками. Они используют YouTube как дополнительный способ энгейджмента в проекте. То есть ютуберы, которые снимают по одному проекту, они зависят от проекта, во-первых, очень сильно. Во-вторых, они не приводят туда, потому что у них нет аудитории. Вся их аудитория с этого проекта откуда возьмется, если тебя не показывают новую аудиторию? Очень редко это происходит. То есть, ну, мы же не будем с тобой серьезно говорить, что мы будем считать, что эти ютуберы приводят игроков в игру, если они там 1-2 человека. Я имею в виду смешно. Не, ну, хоть какой-то процент они приводят. Во-первых, очень... вот, те, кто когда-то давно играл, приходят. Же вот этот Смотри, круговорот вот этот длится, он работает. Проведу пример. Есть понятие реактивации, то есть это возможно. Вот сейчас вот на примере вот сейчас очень много кто происходит реактивация. Но это все еще не новая аудитория. А есть ютуберы, которые мультипроектные, которые, ну, знаешь, типа, сам себе имя, не знаю, там, А4 бумага, да, например. Да, например, допустим, давай. Куплинов, да. Куплинов. Вы, кстати, у Танкикс знаешь, у него я тоже тебе брали. скажу очень смешную вещь. Однажды это со мной случилось, я долго плакал и ржал. Мне мама прислала скриншот с Ютуба и спросила, типа, а ты что это? Ты что ли снял? А потом такая, подожди, это не ты. Я такой, мама, это Куплинов. Блин, серьезно? А есть? Да, моя мама перепутала меня с Куплиновым. Это было. Блин, это вообще ржачно, друзья. Это очень смешно, я всем друзьям это скинул. Да, я удивлен, что вы меня не путаете с Куплиновым. Блин, а я думал, я с Куплиновым интервью веду. Блин, Ореха, так это мы перепутал. Если однажды случится этот коллаб, это будет, конечно, самый эпичный коллаб в мире, потому что просто будет либо у кого-то 2 Куплинова, либо у кого-то 2 Ореха. Вот, понимаешь, так я о чем? Такие ютуберы, как, например, Куплинов, они мультипроектные. Ты к ним приходишь, ты говоришь, сними по моей игре, он снимает по своей игре, и пользователи, которые смотрят его, приходят в игру в этот момент. Да. Вот как это работает. То есть те, которые выросли на нашем проекте, мы ожидаем от них удержания аудитории, даже если они поливают проект грязью. Ну, типа, я имею в виду, есть странные люди, которые, знаешь, типа, играют в проект, типа, мне все не нравится, все плохо, давай еще. Да, и это прям отдельная каста таких хейтеров. Прям вот. Поэтому, да, для нас это разная вещь. И да, я понимаю, это немножко обидно, но это факт. Ты, как ютубер, ты не приводишь нам новую аудиторию. Это, к сожалению, несправедливо. Но ты удерживаешь ту аудиторию, которая есть у нас. Включая тех, которые, ну, отошли в сторону, да, но потом готовы вернуться, если услышат что-то интересное в проекте. Не знаю, были рубрики, там, «Танки глазами новичка». Мне кажется, там приходило много человек новеньких. Это полезно. Это вот когда ты иногда снимаешь ролик, который может пригодиться людям, которые, возможно, увидят этот ролик в этот момент, приходишь. Но опять же, смотри, даже когда ты снимаешь этот ролик... Его видят. Алгоритмы YouTube продвигают эти ролики. Там да, часть какая-то приходит. Но... Я не знаю, почему вы так думаете, что никто не приходит. Потому что это факт, понимаешь? Это не то, что я думаю. Это факт из индустрии. Я просто тебе хочу дать. Это давай. Не то, что типа либо нет, либо есть. И просто объем настолько незначительный. Не, ну это конечно, да. Тут цифры не такие большие. И да, я все равно, давай я тебе скажу, все равно очень правильно, что ты снимаешь это видео. Потому что мало того, что YouTube тебя форсит все-таки чуть-чуть на новую аудиторию, что если так совпадет, допустим, если так совпадет, что в этот момент мы действительно закупаем трафик, а такое может происходить время от времени, то твое видео тем более попадет к большему количеству людей, если ты, ну, кажется, синхронизован с нашими действиями, да, допустим. Поэтому, как только мы этим займемся, когда мы доработаем свой туториал и все на свете, да, тогда это действительно заработает. Тогда у тебя будет возможность. Но это уже грубо говоря, что ты от своего проекта хочешь. Ну вот, мы
коротенько отвлеклись на ютуберов, я тебе объяснил. Да, не то, да. что, конечно, это не то, что я это вижу. Это тебе специалисты из индустрии могут это объяснить. И тут говорят, тут не ореха надо переубедить. Переубеди тогда всю индустрию, грубо говоря, да? Не получится. Они так думают, у них такие объемы денег и все такое. Вот, так вот, возвращаясь к монетизации. Да. Чего я хочу? Получается, я хочу рассчитывать только на повторяемые вещи, я хочу, чтобы они оставались ценными, я рассчитываю, что там не будет пополнения в новых пушках, корпусах и всего остального, да, и скинов. И все равно у меня как бы вот вопрос тогда, сможет ли проект тогда на том, что у него есть, в принципе, стоять на месте оккупации? Я считаю, что да, я в принципе, представляю себе, как это будет работать, в принципе, это будет работать, но все равно у меня есть некоторые как бы представления, что монетизации на проекте нужно будет серьезно измениться. Во-первых, монетизация, которая построена на появлении постоянном нового контента, и монетизация, которая построена на как бы сервисе, да, то есть том, что у тебя уже есть. Это две разные монетизации. Поговорим сперва о хорошем. Хотя, честно говоря, я не вижу тут ничего много плохого, я вижу только хорошее. Это хорошо. В таком случае ты получаешь действительно классику, которая, ну, по сути, работает вот как проект. Ты пришел, и там точно не будет новых корпусов, пушек. Тебе это как бы гарантировано еще и с монетизацией проекта. То есть тебе никогда в лицо там не прилетит баннер «Купи какую-нибудь хрень новую», да? Допустим, да. Это то, что ты хочешь от классики, на самом деле. Да, ну, многие вот. так и... Ну, да. Другое дело, как это сделать. Вот здесь интересный вопрос. То есть есть, по сути, два подхода к монетизации. Ну, ты вообще знаешь, как игры продаются в интернете, да? Началось все с аркадных автоматов, где ты четвертак закидываешь, но игры у тебя никогда нет. Потом были картриджи, ты покупаешь игру, и она всегда с тобой, а то, что происходит сейчас, ну, это много разных вариантов. Не, ну, оффлайн-игры и онлайн-игры как продаются, это, ну, понятно, разные вещи. Ну, знаешь, да. То есть танки онлайн остаются онлайн-игрой. Пока онлайн? Танки онлайн, это танки классика, это онлайн-игра, ну, разумеется. Ну, то, что там нету приписки онлайн, это просто, ну, погрешность названия или что-то в этом есть? У нас внутри была шутка. А вы тоже заметили, что в танках классика нет ха-ха-ха онлайна? Да, я поэтому спрашиваю. Ну, я думаю, что это погрешность. Это очень смешно было, да? Да. Я видел, потом это еще и на форуме написали, я 2 раза успел поржать с этого момента. Ну, да, это мне понравилось такой подход, потому что я как раз делаю проект, исходя из того, что в нем не будет онлайна, но я про это уже объяснил. Тем не менее, как это происходит? Обычно есть 2 к этому подхода, которые я сейчас вижу в индустрии. Первый подход — это, ну, грубо говоря, free-to-play, полный, бесплатный, но ты выпускаешь новый контент, чтобы все это окупалось. Как ты видишь, у этого есть большие проблемы. Я тебе объяснил сейчас почему, да, пушки и корпуса не хочется, тогда это будет не классика, да, это будет такая монетизация будет противоречить классике. Да, 100%. Есть другой подход, он называется игра по подписке. Вот, это вот, по-моему, самое интересное. Так. Но у нее есть определенные плюсы и минусы, да? Продолжай. Согласен? Игра по подписке, то есть это как вот, ну, грубо говоря, снова World of Warcraft, да? Подожди, а Warcraft он по подписке сейчас, да, продается? World of Warcraft, он, насколько я знаю, он все еще по подписке, просто у тебя есть какое-то время, когда ты играешь бесплатно или до какого-то уровня. Так. Вот. Но, тем не менее, он, грубо говоря, будем говорить просто о подписочной модели, то есть ты можешь играть в эту игру только когда у тебя есть подписка. Если обсуждать в плане монетизации, то это интересный вот момент как дополнительного, как вот дополнение как к кристаллам, к премиум-аккаунту, как вот дополнительная подписка. Ну, продолжай, да. Я бы даже не сказал, что это дополнительный. Это бы тогда превратился в основной механизм, потому что тогда ты даже не должен делать проект, ну, знаешь, типа выкручивающим руки с точки зрения кристаллов. Ты тогда можешь быть щедрым по кристаллам, да, можешь быть щедрым по контенту, если у тебя есть подписка. Но у этого есть другая проблема. Танки онлайн не могут, на мой взгляд, существовать по подписке. Так. Вот старые танки, я видел это на огромных объемах аудитории, поэтому если ты сейчас не согласишься с тем, что я говорю, то как бы твое дело, я просто тебе объясню, как мы это видели. Послушай. Эти танки были, вот геймплей был такой классный только потому, что в игре оставались игроки, которые разобрались, что происходит. Мы видели грандиозный отвал аудитории еще до ребаланса, где-то на звании вот после сержанта, когда появлялись первые пушки там М2, М3. Этих людей просто дико жестко избивали на расходке, а просто тебе интересный факт. Сейчас вот между танком М0 и танком там М7, да, МК7, максимальной модификации, разница по ХП и урону в 2 раза, да? Но в то время разница по урону была в 3 раза. А если мы говорим о первой линейке, первых 2 линейках, то разница была чуть ли не в 10 раз. Там очень сильно большая была разница. То есть, когда ты видел игрока в вооружении лучше тебя на несколько званий, это был не просто как бы no contest. Сейчас люди жалуются, что это... Ребята, вы забыли, как это было. Тогда когда я на своей рельсе М3
выезжал на полигон, чтобы попытаться пофармить голды. Я не ездил за голдами, нет. Я даже не ездил собирать кристаллы, потому что это было бесполезно. Я стоял за стеночкой и только добивал танки, которые видел, потому что если я полезу туда, к вот этим викогромам в шелесте М3 на полной расходке, у которой была у них бесконечная, у меня не было шансов даже подъехать, меня просто задувало. Ну это особенность. Это было... И тогда... Да, это особенность. Это то, чего ты хотел. Ты понимаешь, ты стоял за этой стенкой и такой, один день я буду вот как этот чувак. Да. Но таких людей, как я за стенкой, ну, грубо говоря, стеночек не хватало. Люди уходили. И как это работало на проекте? На проект приходило настолько много людей, потому что танки онлайн были единственным 3D-проектом на флеше. Мы, по сути, сожрали всю 3D-флеш-сцену, понимаешь? Мы были единственным проектом. В этом плане вот танки онлайн, вы красавцы просто. Ну вот взять всю индустрию браузерных онлайн-игр, танки онлайн всех сделали, так скажем, культурно, если выражаться. Если у тебя это мнение, то для нас это факт, мы это видели, понимаешь? Да. У игроков просто не было выбора. Они либо шли играть к нам, либо, ну, идите вот играйте вот в эти браузерки, где вы отправляете свои юниты на 3 часа на противника, а потом смотрите табличку, в которой написано, кто из вас победил, проиграл. Удачи! Да. Либо танки онлайн. 3D, движуха, стрельба, классно, весело. Но, опять же, из-за этого огромное количество аудитории тогда терялось. Можете себе представить, да, что мы покупаем рекламу, и насколько просто много людей приходило, если покупая рекламу, мы, теряя там, допустим, 99% игроков по этой рекламе, все равно оставлялись в плюсе, и у нас росла аудитория. Ну это классно, что так происходило. Это не просто... Если бы, грубо говоря, мы... тогда имели весь опыт, что имеем сейчас, 100 тысяч, даже 200 тысяч онлайна показалось бы смешной цифрой. Мы бы смогли уйти куда больше. Да. Но танки онлайн, вот как проект на тот момент, он был построен так, что он живет за счет того, что приходит очень много нубов. Людей, которые не умеют «Привет, сосед». Тем не менее, про нубов. Танки онлайн в их оригинальном виде, вот в том, который мы любим, да, вот который мы хотим вернуть, они были рассчитаны на огромное количество нубов. Людей, которые не вертели башни. Ты можешь уточнить для зрителей, о чем именно мы говорим? Какие именно танки онлайн, которые мы любим? Любая классика, любая старая, вот все наши классные ощущения, они появились почему? Потому что мы те люди, которые в этой игре выжили, да, и добрались до уровня, когда мы добрались до уровня, что я вот на этом М3 танке, у меня бесконечная расходка, я могу убивать всех. Да, я прокачаюсь, вот я буду всех грабить, уничтожать и нагибать. Вот так вот. Более того, мы все уже прокачались, уже понагибали, уже пограбили, мы хотим вот это ощущение вернуть. Ну, вот такая механика, которая была в старых танках, да, вот с элементом грабительства. Я не про механику сейчас, я про ощущение. Вот, и про ощущение это все связано. То, что вот когда вот заходишь, там можно ограбить битву. Вот сейчас такого нет, сейчас матчмейкинг у нас. Многие тоже за это топят, что вот просто зайти на прокачанных танках, там с друзьями, в битву залететь, выбрать битву в списке битв, залететь и грабануть фонд. Вот, и это тоже. Это тоже было прикольно, да. То есть смотри, чтобы грабить, нужно, чтобы было кого грабить. Но тоже хорошо ли это, что можно так делать, грабить? Или все-таки не нужно так делать? Релиз 123 вроде как против этого и был. Давай так, мы не будем касаться вопроса, справедливо это, несправедливо, морально ли это, неморально. Главное, что это был геймплей танков онлайн, а мы все игроки танков онлайн, мы помним тот геймплей и его хотели бы вернуть. Правильно это неправильно, отдельный вопрос. Главное, что это часть того, вот ты стоял вот за этой стеночкой, тебя сдувало, убивало, но потом ты смог прокачаться, смог протерпеть, да, стать вот этим танком, и ты по праву имеешь свой крутой танк, который по праву и может прийти и ограбить, что он захочет. Но чтобы грабить, нужно было кого грабить. То есть постоянно должен был этот приток новых игроков быть. Да. Ну раньше он был. Был же он, да. Был, но потом интернет изменился, и именно поэтому-то и проект сильно поменялся. Мы не можем даже сейчас, вот грубо говоря, убрать матчмейкинг и вернуть список битв, да? Вот понимаешь, почему мы не можем? Потому что нету этой большой аудитории нубов, вы ее, как бы говоря, пережуете буквально за пару месяцев, и все. И проект сожрет сам себя очень быстро. А когда игрок, который по праву накачал свой танк, приходит играть против другого такого же игрока, ну, как бы, это не совсем то, что я ожидал, мягко говоря, да? То есть сейчас-то нужно как бы мериться упорством и скиллом, а тогда можно было просто не мериться. И я знаю, что были люди, которые играли вот эти долгие наркобои, как говорится, свет на все их головы, ради бога, но основная эта часть аудитории, она занималась именно этим. Я вижу Power Fantasy, я вижу чувака, который всех убивает, я хочу стать этим чуваком, я становлюсь этим чуваком, да. Я по праву должен получить свою пачку нубов, чтобы я потом уже, смотря как нубик едет к полю кристаллов, чтобы его собрать, я бы такой, ну ради бога, я позволю тебе собрать эти кристаллики, а потом я тебя убью. Ну замкнутый круг же, что вот ты хочешь стать таким крутым, а если эти нубики закончатся, что делать? Вот, и тогда возвращаясь к вопросу монетизации. Да. Если мы делаем игру по подписке,
то мы очень любой ценник, да, резко срезает количество вот этих новых игроков, и тогда классика уже не сможет стать той классикой, которой бы хотелось. То есть, понимаешь, какая проблема? Подожди, это минус или плюс? Ты говоришь, я не понял. Это минус. Это минус. Я говорю, что это минус. Если ты вводишь подписку, то ты получаешь определенные плюсы, но ты получаешь самый основной минус. У тебя гораздо меньше аудитории в игре. Ну, то есть будет аудитория только старая, но будет преданная аудитория. Причем еще и платящая, да, И но да, это тоже она не способная, сможет да. долго жить, потому что не будет приходить вот новых игроков, которые ничего не знают, и ты их не можешь избивать, либо их будет сильно мало. Я знаю, что, по сути, пиратские проекты так работают, но представь себе, что если бы ты полностью взял по подписке, это еще и нужно было, там, не знаю, 100 рублей положить. Вот это стало бы проблемой. То есть, получается, у тебя есть две крайности. Первая крайность — это free-to-play проект. Мы видим, что он не подходит классике, потому что нужно выводить новый контент. Катастрофа. Мы видим другую крайность. Это проект по подписке. Он решает кучу проблем, но он не подходит классике, потому что тогда там нету бесплатных игроков, которые просто массовка, да? А играть против ботов, ну, я знаю, как людям нравится играть против ботов. Это сомнительно. В старых танках тем более, потому что там ты, собственно, покупал пользователей, над которыми и будешь издеваться. По сути, так все и происходило. То есть, получается, у тебя есть две крайности монетизации, и обе из них не подходят. Вот как бы ты решил эту проблему? А на кону, повторяю, вопрос существования классики в принципе. То есть, если ты не решишь вот эту проблему монетизации, классики не будет. Я считаю так, что... Я не знаю, почему вот вы считаете, что нужно в подписку влезать. Почему вы думаете, что недостаточно будет стандартного доната? Вот, то есть в кристаллах, в прем-аккаунтах и так далее. Почему именно подписка? Мне непонятно. Мне кажется, что на таких донатах можно будет больше заработать, чем на подписке. Ну, я не знаю, мне так кажется, что какую-то аудиторию толкнет даже эта подписка. В зависимости от того, сколько она стоить будет, конечно. Ты совершенно прав. Вот. Вообще, ответы на этот вопрос, грубо говоря, в этой индустрии за это деньги платят, чтобы отвечать на эти вопросы, да? Поэтому хорошо, что ты попытался. Но тот же Warcraft Classic, там же наоборот, там все платят, все окей. Типа, ну там тогда надо отменять, как-то, не знаю, за кристаллы покупки, ну тогда все, чтобы бесплатно было, но опять не вписывается в планирование танков, как это работает. В Вове там-то все понятно, ты играешь просто вот все, ты заплатил, катайся, играешь, что хочешь, делай. А вот в танке это немного не про это. Очень сложно, да? Очень сложно на это ответить. Ну, в Вове как бы тоже ситуация такая сейчас стала, что, типа, ты, конечно, заплатил, но вот этого нового маунта ты можешь только за деньги купить, но, как бы... Ну, допустим. Я это к чему? Давай, к тому, что чисто конкретно отдельного какого-то из этих вариантов не существует. То есть не существует варианта, допустим, только free-to-play, не существует варианта там только подписка. Для классики в том числе мы и в этом контексте тоже. Для меня это как выглядит? На самом деле есть вариант посередине. Так. И этот вариант не просто есть, и я вижу, как этот вариант существует. А ты к этому все это время вел, да, к этому варианту посередине? Да, я именно к этому веду, что для меня существует вариант посередине. Достаточно ли это только варианта, которые, допустим, только кристаллы, расходники и подписка? Да, но. Да, но. Но. Какое но? Но в том, что ты хочешь, чтобы это было чуть более предсказуемо. Ты как разработчик, да? Если ты хочешь, чтобы это работало в долгую, ты хочешь, чтобы предсказуемо. Предсказуемость дает подписка. Опять же, мы сказали, что подписки не может быть, да, потому что она тогда уничтожит классику. Предсказуемость, ты имеешь в виду стабильность? Предсказуемость для разработчика, ну да, помимо стабильности, это чтобы я мог сказать, вот через год мой проект будет тратить на себя столько денег, приносить столько денег, поэтому мне не нужно там в него ничего, не дай бог, добавлять. Блин, а за классику вы тоже отчитываетесь, да, там? Конечно. Я тебе больше даже скажу. Я первый человек, который, если что, ее рубильником прикончит. Вот давай так скажем. А у вас руководство не менялось случайно вот с тех времен ребалансовских? Так как я отвечаю за разработку, ну, давай скажем так, в открытом доступе есть информация, которая говорит, по-моему, то ли о 4, то ли о 5 разных гендиректорах в танках онлайн. За гендиректором следует как бы изменение стратегии проекта. Гендиректор как экзекьютив человек, который исполняет решения, от него многое зависит. И уже, грубо говоря, этот человек поменялся несколько раз на проекте за все это время. Да, я тут маленькую ремарку в сторону сделаю, что я понимаю, что для всей аудитории разработчики — это орех. Да. Ты должен понимать, что я это... да, у меня есть определенные обязанности внутри проекта, эти обязанности очень серьезные, но я еще одновременно как бы говорящее лицо, да, то есть я не выражаю всегда только свое мнение, иногда даже мнение, с которым я не согласен. Если, ну, грубо говоря, я на зарплате, да, если мне сказали, я сделаю. И я как говорящее лицо, я и выступаю даже не от своей позиции, даже иногда не от позиции всей разработки, я иногда выступаю от позиции стратегии, которую приняли люди сверху, которые приняли решение, что так лучше. А сверху люди, которые находятся, гендиректоры и так далее, которые вот решения принимают, они вообще, ну, они как-то
за танками онлайн следят, они знакомы с механиками и так далее? Или они просто так это принимают, только вот делайте нам деньги и все? Или как-то по-другому это работает? Я не могу ответить на этот вопрос. Не Я можешь, тебе то есть, скажу, да? что все не так плохо, как может Не показаться. знакомы они, то есть? Нет, смотри. Они не играли в я танки, тебе они сразу просто как бизнесмены скажу. работают. Да, нет. Там есть люди, которые буквально создатели танков онлайн. То есть ты по определению не можешь сказать, что они не знают про свой проект. Это невозможно. Это люди, которые его сделали. Как ты вот разбираешься про все устройства, там, у них вряд ли такие знания есть, вот углубленные, как у тебя. Слушай, мне за это деньги платят. Но давай я еще раз проведу очень важную границу. Эти люди, они создатели. Эти люди, они более чем в курсе, они в курсе даже лучше, чем я, потому что им доступно больше информации, чем мне. Я все-таки ограничен только своей разработкой. Даже так. И я обязан считаться с их решениями, потому что это их проект, по сути, да. Мгм. И говорить, что, типа, они что-то делают правильно или что-то делают неправильно, во-первых, не моя компетенция, во-вторых, неправильно, потому что я все-таки член команды, да. И поэтому даже если ты пытаешься узнать от меня, кто из них, я тебе скажу так, среди них есть разные люди, окей? Мгм. Разумеется, потому что этот проект — это их деньги, да. Они больше всех знают про этот проект. Сколько раз менялись вот гендиректоры, власть менялась, вот я поэтому спрашиваю. Ну, разумеется, она тоже, как бы, знаешь, не меняется, типа, исходя из того, что, типа, и если бы все устраивало, они бы, наверное, не менялись. Справедливо. И есть люди, которые знают про танки онлайн больше, чем я, есть люди, которые знают про танки онлайн меньше, чем я. Так. Тем не менее, эти люди принимают решение, нравится нам это или не нравится, они собственники проекта, он им принадлежит по праву, потому что они его сделали, там их деньги. Мы обязаны считаться их мнением. И поэтому, возвращаясь к тому, с чего мы начали разговор, да, я обязан отчитываться по танкам онлайн. И, как я сказал, я первый, кто в случае чего дернет за рубильник остановки этого проекта. Почему? Даже несмотря на то, что там будет ли это решение, там, допустим, сверху или не сверху, чисто бизнесовым, оно будет или не бизнесовым, есть для меня определенная граница, которая чисто меня беспокоит. Я про нее уже касался где-то вот начиная с 15-16 года. Я видел, как танки онлайн, как я тебе сказал, мы не привлекаем инвестиции, мы живем за свои деньги. Да. Раз танки онлайн — это проект, который зарабатывает деньги, я видел, как деньги с проекта танки онлайн уходили в соседние проекты, и иногда они проваливались. Грубо говоря, зарабатывать танки онлайн, и это бюджет, который тратится на танки онлайн и на соседние проекты. Ведь кто-то должен платить на них зарплаты, совершенно верно. Соседний проект — это что? Танки X, например. Ты вот вообще про это. Я Да, понял, я про это, что все танки X разработаны за счет танков онлайн. Вот, я поэтому особенно смеюсь, когда люди говорят, что типа, что вы тащите идеи из танков X? Вы что, ха-ха-ха, хотите закончить как танки X? Ребята, мы и есть танки X. Да. Танки онлайн проинвестировали, танки X, по сути, получается, внутри проекта. Они и про все остальные мобильные проекты. И вот я, как человек, который вижу, как это происходит, у меня, разумеется, есть свое мнение на эту тему, с которой могут или не могут соглашаться люди, которые принимают решения. Тем не менее, мое мнение выглядело так, что бы мне... Вот бы все эти деньги были у меня, да? Но их у меня не было. Мог ли бы я ими лучше распорядиться? Да не факт, потому что мой профессионализм, он тоже со временем, как ты понимаешь, вырос. Да. Сейчас я как бы стою перед чем? У меня тоже вот есть классика, то есть, по сути, сейчас я собираюсь залезть, грубо говоря, в карман своего собственного проекта, чтобы положить его на классику. Я не заинтересован, чтобы классика висела якорем и уводила танки онлайн в минус. Я хотел бы, чтобы классика была самодостаточна. Во-первых, сейчас, потому что до того, как мы как бы проект запустили, сейчас по определению мы платим зарплаты людям, которые работают на классике, из танков онлайн, это как бы очевидно, да? Да, то есть, когда танки классик-то выйдут, в любом случае там начнет уже капать. Они что-то заработают, но мы не хотим ситуации, как с танками X, когда они зарабатывают, допустим, в 3 раза меньше, чем они нам стоят, и в этот момент я тоже приму решение, что типа нет, если выбирать между двумя этими проектами, я оставлю танки онлайн, я не оставлю классику. Я на самом деле веду к тому, что проект должен быть самоокупаемым. И вот эта монетизация, вот которую мы с тобой сейчас вопрос пытаемся решить, какой это проект должен быть, он должен на этот вопрос полностью ответить. Я видел пример того, как это хорошо работает. И мы... Не то, что это хорошо работает, в каком-то из вариантов его можно адаптировать к танкам онлайн. Это выглядит следующим образом. Мы опять же возвращаемся к Counter-Strike 1.6. Да, интересный пример. Знаешь ли ты, как работает текущий Counter-Strike, который Counter-Strike 2? Нет, я не знаком, на самом деле, с серией. Я знаю, что есть Counter-Strike 1.6, CSGO и Counter-Strike 2. Все. Я знаю, что второй, самый последний, с новой графикой. Все, я больше не знаю подробностей. Counter-Strike 2 замечательная такая штука, потому что он не был фри-то-плей игрой, да?
он распространялся, по-моему, только за покупку на деньгах. То есть, как и Team Fortress, это часть Orange Box, то есть ты покупал Orange Box и потом получал к этому доступ. По-моему, это так было. Так, CSGO тоже, по-моему, был бесплатный. Ну, он изначально был платный, потом его сделали бесплатным. Смотри, возможно, я вот что путаю, что у Valve случилось два одновременных движения. Смотри, Team Fortress, он был игрой в коробке, да, то есть ты покупаешь игру, вот у тебя есть эта игра, но потом они его переделали на фри-то-плей, и там появились шапки. Counter-Strike, я не помню точно, я сейчас некоторые вещи забываю, но сейчас он работает в режиме Counter-Strike плюс Prime. Угу. Что такое Prime? Counter-Strike сейчас, если ты его откроешь в Steam и запустишь, он бесплатный. Ты можешь играть в эту игру, она тебе доступна. Но вот все эти кейсы, вот все эти замечательные штуки и там дополнительные режимы, и, допустим, рейтинг выше какого-то уровня, они все доступны только после того, как ты купишь Prime. Угу. Prime — это, по сути, покупка игры, только ты уже можешь играть в эту игру. В этот момент у тебя открывается доступ ко всему, включая там раз в неделю ты можешь получать контейнер, там открывать, там что-нибудь из него доставать. Вот такие прикольные штуки. Понимаешь, да? Да. Эта вещь работает хорошо, потому что она одновременно генерирует большое количество пользователей, которые пришли, поиграли, им понравилось, не понравилось, ушли. И одновременно есть подписка, которая как бы с одной стороны гарантирует стабильность. То есть ты, грубо говоря, знаешь, как это будет выглядеть для разработчика? Давай. Даже если он не разбирается в классике полностью. Он видит как. Вот у меня куплена подписка. Эта подписка за столько-то денег, по сути, продлила существование сервера с классикой вот на столько-то, не знаю, недель, допустим, да? Угу. Месяцев, годов. Так. И ты просто смотришь, игроки покупают или не покупают. Если они по покупкам этой подписки стали уходить в минус, ты понимаешь, что нужно что-то менять либо в проекте, пытаться как-то поменять монетизацию, либо его закрывать. Угу. Да? А если игроки как бы покупают стабильно, ну, ты видишь, окей, они покупают, значит, с проектом все хорошо, можно не отвлекаться, можно там делать штуки, которые нам нравятся или прикольные, там, допустим, какие-нибудь ивенты, ну и так далее. То есть подписка в этом смысле, она очень сильно развязывает руки, и она очень полезна для разработчиков. И я, смотря на это дело, задался таким вопросом. Как сделать так, чтобы классика была вот примерно таким проектом, который бы гарантировал нам стабильность, гарантировал бы, исходя из этого, вам стабильность, но при этом не был бы полностью подписочным, потому что это бы тоже уничтожило его смысл. Блин, а что значит, чтобы он не был полностью подписочным? Частичная подписка, что это значит? Я вообще просто не ожидал, что будет у нас какой-то вот разговор про подписку. Я вообще этого не ожидал. Да, монетизация сложная вещь, да? Ну смотри, мы до этого дошли. Да, ну то есть я думал, там кристаллы, все, внутриигровые покупки, но прям подписка, я вообще про это, понимаешь, не думал даже. Это безусловно будет, но там были покупки, которые меня, честно говоря, беспокоят, они игру ломали, ну, например, комплекты вооружений. Можно про них отдельно поговорить. Да, вот там были, допустим, комплекты, которые вот за 2 звания заранее доступны там крутые пушки, вот от них вот можно, например, отказаться, да, допустим. Хотя вот мы голосование проводили, игроки против, они хотят, чтобы они были. Хорошо, будет интересно. Так вот, смотри, о чем я говорю. Я задался таким вопросом. Ну, как бы вводить подписку не хочется, я объяснил почему. Но у нас в игре есть такая штука, которая называется премиум, который, если посмотреть со стороны, это, по сути, есть подписка. Да. И ты про это, мы про это уже говорили, про это ты уже сказал, да, что, а что, если в премиум добавить больше функций? Да, вот про это вот расширение функционала премиум аккаунта. Я на эту тему посмотрел несколько шире. Как сделать так, чтобы, по сути, премиум был как бы подпиской, но не такой ограничивающей. То есть, чтобы любой игрок мог прийти в классику в любое время, поиграть в ней бесплатно, получить свои эмоции, спокойно из него уйти. Но игроки, которые готовы, как это сказать, быть, по сути, основателями, хранителями проекта, чтобы у них была такая возможность, чтобы они могли своими деньгами гарантировать, что классика никуда не пропадет. Ну, главные фанаты, короче, да, вот старых танков. Да. Я понимаю, что это все равно не будет работать, знаешь, в духе типа, эй, чувак, плати мне $1000 в месяц, тогда я не уничтожу классику. Ну, это как бы тупо, да. Надо что-то более интересное, да. Но, типа, такая возможность, она, смотри, допустим, танки онлайн куда-то вообще уедут в отдельную сторону, допустим, они там, не знаю, даже уйдут в другую компанию. Чтобы танки классика никуда не пропали, они должны иметь вот такую возможность, которая, по сути, игроки оплачивают себе веселье самостоятельно. Да? Я уже объяснил, они не должны уходить в минус. Неважно даже мое мнение, даже, допустим, без моего мнения, допустим, мнение какого-нибудь руководителя, который придет на все это посмотрит, и он увидит, что если проект не уходит в минус, ну, значит, можно его не закрывать. Если проект уходит в минус, ну, логично, наверное, надо что-то делать. Да. Поэтому я посмотрел на этот вопрос и решил сейчас, ну, я не говорю, что это будет, потому что, опять же, я не исключаю, что мы останемся только на кристаллах и расходниках. Но я рассматриваю такой вариант, что премиум подписка будет давать тебе существенно больше.
механизмов, которые могут стабилизировать вот эту самую классику и сделать ее даже лучше. Начну, наверное, с приятного, чтобы контекст стал лучше. Стоимость премиум подписки в танках онлайн, черт возьми, серьезно высокая. Она настолько высокая, что я даже не верю, что вы ее покупаете, но вы ее покупаете, поэтому... Об этом многие говорят, там в других аналогичных играх намного все дешевле. Сам Орех, вот видите, он видит, что она дорогая подписка, вот Орех, вот видишь, сам признал, красавчик. Но вы же покупаете мы ее, покупаем, да даже я ее покупаю. Вот, понимаешь? Но если мы говорим о классике, которая посчитана по другой экономике, у нее другой подход, то этот самый премиум там может давать иные функции, и поэтому стоит, допустим, сильно дешевле. Насколько дешевле, например, он может стоить, как ты думаешь? Я даже не буду тебя спрашивать, я тебе сразу отвечу. Ну, представь себе, что вот ты сейчас приходишь, покупаешь премиум, там, не знаю, сколько там, 150 там коинов, ну, не знаю, грубо говоря, 200 рублей, да? Это один день. Допустим. Ну, давай отталкиваться с тобой от такого, что то, что ты здесь покупаешь на один день, там ты будешь покупать на 1 месяц. Настолько даже? Да, представь себе так. Ну, это прям... И теперь посмотри на эту штуку. То есть ты тратишь вот эти, получается, 200 рублей, и у тебя есть подписка на месяц. Да, и что в эту подписку входит? Если посчитайте, если ты потратишь 2000 рублей, то есть ты, получается, купил у меня уже практически целый год игры. Так. Если ты потратил 10 тысяч рублей, ну, допустим, ты самый классный чувак, ты у меня уже несколько лет купил этой самой подписки. К чему это приводит? Смотри, это приводит к интересному моменту, что ты, по сути, то есть если мы, допустим, решим проект остановить и закрыть, да? Так. То мы должны будем как-то решить проблему, что, ну, ты как бы заплатил за существование проекта на это время, да, а мы его тут закрываем. Нехорошо, некрасиво. Так. Этот вопрос нужно будет как-то решать. Я считаю, что альтернатива в случае чего как-то этот вопрос сможет решить, какими-то рефандами и все такое, но исходя из такого вида подписки, да, хотя бы создается маленький барьер и маленькая гарантия для тебя как игрока, что если ты купил на 10 лет подписку, мы, скорее всего, тебе на 10 лет классики-то и обеспечим. Понимаешь, к чему я веду? А для остальных проект закроется, а для того, кто купил подписку, классика будет работать? Нет, я не считаю, что это будет именно так. Я скорее веду к тому, что... Ну, я просто так по контексту понял. Это было бы интересный подход, да. Я бы с этого, конечно, поржал. Я не знаю, смотри, если человек там купит проект подписки на 10 лет, а проект закроет через 5 лет, я имею в виду, это сейчас может произойти, допустим, в танках онлайн. Да, он что, он один останется играть, что ли, блин? Нет, он не останется играть. Разумеется, проект сделает какие-то рефанды, какие-то ему деньги вернет. Но если проект будет стоять между решением, типа, не закрывать проект или закрывать проект, он скорее будет думать, окей, как бы мне не закрыть проект, да, или сделать что-то, чтобы и таких игроков компенсировать. Это создает какую-никакую гарантию для игрока, что у него классика будет. Если ты покупаешь, допустим, там, за 2000 подписку на год, то я, как разработчик, как минимум обязуюсь, что ты этот год сможешь играть в классику. То есть не только ты, но и все остальные. Ну смотри, я купил на год подписку, через 2 месяца вы закрыли классику. Что мне делать дальше? Ну, совершенно верно. Во-первых, да, ты можешь справедливо сказать, типа, эй, я купил у вас сервис. Да, на что мы должны тебе, соответственно, ответить. Либо идем в суд, что было бы некрасиво совершенно, да, это глупость полная. Либо мы можем сказать, окей, так уж получилось, мы не можем по разным причинам это делать, мы обязаны его закрыть, но вот тебе хотя бы рефанд оставшегося времени. Рефанд это что, в танке онлайн, типа, иди, да, вот с этими ништяками? Тут варианты возможны. Я думаю, что, ну, как бы, я не хочу до этого доводить, опять же, да? Я не хочу, чтобы классика закрылась. Я, наоборот, говорю о вещах, которые позволят классике существовать долго. То есть какой-то рефанд в этом случае наверняка произойдет. Но главное это для меня не это. Главное для меня то, что такая подписка косвенным образом, хоть чуть-чуть, но говорит тебе, что ты как игрок вложился в то, чтобы эта классика существовала дольше, чем пока ты в нее играешь. Да? И когда таких игроков собирается много, и они покупают эту подписку, во-первых, мы видим, насколько, грубо говоря, там, дней, месяцев, лет вы купили эту подписку, мы видим, насколько проект при этом окупился, мы можем там спокойно сказать, что окей, они купили подписки сейчас на 5 лет, мы посчитали по деньгам, у нас действительно получается, что на 5 лет они окупили нам все сервера, и окей, хорошо, вот вам старая ваша версия классики, и 5 лет с ней точно ничего не произойдет. Может ли какой-нибудь пиратский проект тебе гарантировать то же самое? Ну, конечно, нет. Вы хотите через подписку продлить вот срок действия, да, вот классической версии. Почему вы не уверены, что игроки вот первоначально без подписки не смогут все это купить? Почему вы в этом не уверены? Первоначально смогут, но на ограниченное время. Помнишь, где я тебе говорил, что я исхожу из того, что я бы хотел, чтобы проект имел возможность существовать настолько долго, насколько это возможно? Да, да. Пришедшие игроки, могут, допустим, окупить нам сервера на год вперед. Тут тоже интересно, что чем больше игроков, тем дороже сервера, как ты понимаешь. Да. А потом что? А потом как?
А мне бы хотелось, вот как разработчику, который с тех времен пришел, хотелось бы, чтобы эта версия оставалась, да. Да. Единственный способ ее оставить, это, по сути, превратить в музей, а музей существует за счет билетов, да. Блин, мне нравятся твои Это один аналогии. вариант. Ты прям вот круто, вот знаешь, совсем сравниваешь. Это не то, что сильно перк, поверь, если бы ты работал на моей работе, это бы развилось само собой, потому что представь себе, у тебя в одном кабинете сидит художник, который рисует, у него в голове только картинки, Да. программист, который пишет, у него в голове только код, и бухгалтер, который считает, у него в голове только таблицы. И тебе нужно одну вещь им всем объяснить, чтобы они все тебя правильно поняли. Ну да, тут уже надо, да, талант иметь. И не только талант, очень большой опыт. И рано или поздно с опытом, просто общаясь с этими людьми, у тебя появляется просто набор вот этих аналогий, поэтому вот оно так и работает. Поэтому я пытаюсь тебе тоже объяснить аналогиями, которые, как я думаю, ты поймешь. А вы собираетесь сами вот опросы какие-то устраивать среди комьюнити? Блогеры-то понятно, а вот среди вас на сайте там, я не знаю. Возможно, да, возможно, нет. Зависит от конкретных вещей, которые мы хотели бы реализовать. На самом деле, я тебе еще раз повторю, что мы знаем, какую версию мы хотим реализовать. Есть много факторов, и просто чего хотят пользователи, это один из факторов. Я имею в виду, мы классику делаем, опираясь, как ты уже понял, на часть того, что игроки хотят, чего мы ожидаем, что игроки хотят, и чего мы можем сделать. Да? И тут, мы можем провести опрос, знаешь, мой любимый опрос, который мне предлагают, это типа, проведи опрос, хотят ли игроки в игре матчмейкинг или нет, и сделай как игроки. Я, конечно, могу его провести, и вы, разумеется, проголосуете, что в игре не должно быть матчмейкинга, но я не смогу изменить это решение, потому что на нем построена вся остальная игра. И я просто не смогу работать с этим проектом. Окей, вы можете сказать, что тогда уходи, и пусть придет другой человек, который это сделает. Окей, справедливо. Тогда с меня, как говорится, взятки будут гладкие, да? Тогда вы сами творцы своей судьбы. Здесь я в классике о вот этом и говорю, что не хочется говорить тут про меня, не хочется, чтобы игроки вообще думали про какого-то ореха, про каких-то разработчиков. Хочется, чтобы они думали об ощущениях, о тех вот ощущениях, которые были с классики, понимаешь? Неважно, вот все эти сложные вещи, бухгалтерия и все такое. Я хочу, чтобы я пришел, и я за справедливую цену получил то, что я хочу. И бесплатно. Так вот, согласятся ли на это игроки, как ты верно заметил, зависит от этой самой границы, что будет давать и чего будет не давать этот самый премиум. Вот смотри, допустим, мы даем им все, в рамках, то есть все старые версии, прем-аккаунты, там, все старые корпуса, пушки, до Страйкера, например, да, там, до Магнума и так далее. Ты говоришь, что такой проект в долгосрочной перспективе, он не сможет существовать. А вот взять пиратские проекты, которые вот 3 года уже существуют. Вот как вот это объяснить можно? То есть они существуют. Есть проекты, которые существуют 3 года, есть проекты, которые за 3 года скатились и уничтожились. Я должен рассчитывать на проекты, которые должны существовать. Плюс, какая проблема с пиратскими проектами? Давай я так скажу. Когда я вижу, что вот разрабатывают новый проект пиратский, я за ним наблюдаю, мне даже любопытно, что они сделают. И они говорят, что вот, допустим, мы добавим туда систему друзей. Я такой, систему друзей, я помню, как ее внедряли, когда я пришел в танки. Это была довольно сложная система. Очень интересно, что они ее сделали, очень круто. Какое следующее обновление они выводят? Комплекты вооружений. Я такой, так, стоп. Подожди. Комплекты вооружений? Так, во-первых, давай объясню, почему у меня в этот момент сгорает задница. Потому что, когда я пришел в танки онлайн, комплекты вооружений, это была буквально одна из первых задач, над которых я работал. Да? Так. И контекст надо понимать. Я пришел в танки онлайн, получается, в 13-й год, май, да? Ребаланс, декабрь 2012 года. Между декабрем и маем прошел ребаланс. После 123-го релиза уже пришел. И релиз 123, да. Понимаешь, я когда пришел, я увидел последствия ребаланса, насколько он пробил брешь в кильваторе этого корабля, потому что это же надо было умудриться дотянуть ребаланс до того момента, что когда он вышел, сделали всем рефанд перед скидками на Новый год. Так в этом прикол был, да. Ой, блин. Так тогда понял, все начали закупаться, никто не верил, что будут скидки, а потом в итоге они были. Я в их числе. А я тогда не покупал. И я был в их числе, понимаешь? Я пришел в игру, я опишу свои ощущения от того изменения, да? Мне обещали новые замечательные танки онлайн, танки 2.0 еще. А потом мне сперва показали сомнительную графику, а потом мне выкатили ребаланс, который отобрал все, что у меня было. Вернули за это кристаллы, только теперь мне не хватает на все, что у меня было, купить кристаллов.
И я это еще и не покупаю, потому что я знаю, что будут скидки. Ну не могут же они не сделать скидки. И они делают скидки, я это покупаю дешево. И смотри, несмотря на то, что я это покупаю, из-за того, как была посчитана новая экономика, то, что у меня раньше было М3 по своим параметрам, не соответствовало тому, что было новым М3, потому что новые М3 были слабее как по скорострельности, скорости, так и по урону. Почему? Потому что уже тогда было рассчитано на то, что будут микропрокачки, они появились только через год с лишним, которые дотянут танк вот до того максимального уровня. Я получил хуже, меньше, и все равно не то. Друзья, это сам Орех говорит, понимаете, после релиза Dust 3. А потом я пришел в эту компанию работать, и я увидел последствия, что мало того, что игроки были сильно обижены, я помню эти 300 страниц на форуме с дизлайками, матами, оскорблениями про то, насколько все это было плохо. Ужасное время. Вот тогда проект действительно был, как говорится, на волоске. Я еще увидел, что внутри компании это еще и пробило брешь монетизации очень сильно. И здесь смотри, как бы говоря, плот-твист. Комплекты вооружений — это монетизация, это не фича на развитие проекта, это чисто монетизация, потому что они сделаны были по логике. Ты покупаешь пушку плюс корпус плюс краску на несколько званий раньше, и идешь всех нагибать. Да. Ты покупаешь это за кристаллы, да, но если ты обычный игрок, у тебя не будет столько кристаллов, за сколько мы это продаем, даже несмотря на то, что там написаны скидки. То есть, понимаешь, насколько манипулятивная была вещь? Купи вот этот комплект со скидками сейчас, но у тебя нет денег, пойди заплати. Ну, но это не ты же придумал? Или ты Нет, придумал? идея была не моя, я тогда, как бы, даже если бы я тогда пришел с идеями, извини, я был как бы геймдизайнер с улицы на тот момент, да, и как бы мои идеи бы точно бы отфильтровались, но я сделал как бы часть механизмов, потом за этими комплектами долго наблюдал, делал разные их варианты, я знаю, как эта механика работает, я знаю, что она про монетизацию. Представь себе, выходит новый классный проект, он говорит, мы вернем вам классные старые танки, и первое, что они это делают, это вот эту монетизационную хрень. Как же у меня сгорело, а потом они ничего не делают. Ну, блин, для тех игроков это было непонятно тогда еще. Ну, тут комплект вроде есть, можно заранее купить. Я знаю почему, понимаешь, я знаю, почему это стало. Потому что тогда, когда эти комплекты появились, почему они именно такие появились? Потому что в игре была одновалютная система, и тогда на тот момент было принципиальное решение, что в игре должна оставаться одна валюта. Но какой-то способ что-то продавать хотелось, и не хотелось прям просто людям в лицо, грубо говоря, ценник с деньгами кидать. Ну, типа, некрасиво. И сделали вот эту штуку через кристаллы, да? Но, по сути, она была вот этой вещью, что ты покупаешь раньше и идешь всех нагибать. Ну, по сути, чистейший pay to win. Я имею в виду, и до этого игра была pay to win, там расходники продавались. Я имею в виду, у меня все еще куча претензий к расходникам, поэтому я их пытаюсь менять, но тогда вот эта история с комплектами вооружений, это был чистейший pay to win. И для меня вот с этого момента, я понимаю, что ты приходишь поиграть в этот старый интерфейс, и ты получаешь эти ощущения, но вот эта монетизация, она уже тебе выворачивает. И любой пиратский проект в этом смысле продолжит тебе выворачивать. Там точно так же у них работает, да. Чего бы я хотел в классике, да? Да. Я бы не хотел, чтобы мне выворачивали руки. Чтобы не было такой возможности купить заранее доступные вот вооружения, круче, чем у остальных, да, званий? Чтобы это было честно, да, черт, даже не так, смотри. Мы просто говорим про монетизацию, а это же была часть монетизации, то есть это была и часть ощущений. Да, смотри, да, я понимаю. Я хочу, я объясню почему. Танки до ребаланса для меня были чем круты. И коллеги, с которыми я говорю, которые их помнят, которые в них тогда тоже играли, они как это говорят? Вот ты приходишь в игру, у тебя есть смок, огнемет, да, там Твинс. Ты играешь. Ты видишь, что там есть новая пушка, но она тебе недоступна по званию. Но если ты вот чуть-чуть поиграешь, у тебя появится Изида. Новая непонятная штука, она работает совсем по-другому. Вау, прикольно. А потом появляется еще и рельса, и ты такой, ни хрена себе, она вообще по-другому работает. То есть все, что было до этого, это было смешно. Вот, танки онлайн начинаются с рельсы, оказывается. Потом ты играешь, а потом в бою появляются пушки второй линейки, которые вообще себя по-другому ведут. То есть они вообще совсем новые. Ты такой, я хочу хочу туда дойти, докачаться, понимаешь? Вот это ощущение, оно после ребаланса пропало. И вот эти комплекты, да, они как монетизация, вот тебе как бы, они ломают вот это ощущение. Еще и как монетизация, понимаешь? А я хочу лучшее ощущение в классике от игры. А ощущение лучшее от игры — это когда я играю, у меня появляются штуки в бою, когда я попадаю против чуваков с более высоким званием, я не такой, ой, фу, блин, чувак с более высоким званием, я пойду отсюда, потому что он меня будет нагибать. Нет, я хочу зайти к нему в бой, чтобы посмотреть, а что у него за пушка, а что она делает, а что она умеет, понимаешь? Я вот этого хочу, я вот эти ощущения хочу. Да, смотреть, и чтобы многие тоже такие, о, классная пушка, тоже такую хочу, и чтобы вот эта цепная реакция началась. Я считаю, что комплекты вооружений противоречат этому ощущению. Они делают монетизацию, но они ломают ощущения, а я наоборот хочу. Я хочу такую монетизацию, которая будет усиливать ощущения от классики.
То есть я, грубо говоря, хочу, чтобы ты пришел, и если ты дал денег, то ты больше бы ощущал классной классики, чем, ломал бы сам себе игру вот этими, допустим, даже комплектами, понимаешь? Я понимаю, это очень сложная мысль, до нее тяжело дойти, но я к чему веду, что если я могу часть этого переложить на подписку, да, и сделать игру, которая тебя не душит, да, дает тебе достаточно, чтобы ты мог играть и кристаллов, и расходников. Да, ты все еще можешь задонатить, да, чтобы получить какое-то понятное преимущество, там больше расходников, например, или иметь больше вооружения в гараже. Но не так, чтобы ты если ты не задонатишь, то тебя избили. Я не хочу этого. Я уверен, вы тоже не хотите, потому что этого достаточно. Этого есть. В классику хочется вернуться, поиграть в то, вот в те старые классные ощущения, когда есть у меня, и все справедливо, и играть, и поиграть есть против кого. Потому что у меня есть люди, да, которые говорят, типа, сделай мне более медленный матчмейкинг, тогда будет справедливая игра. А я тут задам вопрос вперед. А ты готов мне дать небольшую сумму денег, чтобы я тебе сделал более справедливую монетизацию? Вот, это уже другой вопрос. То есть я поэтому и хотел спросить, какие игроки захотят, а если кто-то не захочет, допустим, платить за подписку? Вот, а что она должна делать? Есть люди, у которых есть возможности, у которых нет возможности, справедливо? Почему я говорил о Counter-Strike, как ты думаешь? Потому что ты должен понимать, как работает Prime. Без Прайма ты можешь играть в Counter-Strike полноценно. Ты можешь прийти, поиграть, вспомнить, как это было, получить удовольствие, поиграть в тот самый Counter-Strike и уйти. Ты ничем не обязан. Так, вот аналогия. Мы заходим в Tank Classic, мы играем без подписки, мы можем поиграть так, а с подпиской по-другому. Я пока не буду рассказывать все вещи, которые я там задумал, но без подписки ты можешь прийти в игру, ты можешь в нее поиграть. Ты можешь играть в... Ну, давай сразу скажу, не матчмейкинг. Разумеется, там не будет матчмейкинга. Вы что, думаете, я идиот, что ли? Там будет список битв, и ты сможешь выбрать в этом списке битв любую карту. Ты сможешь зайти в гараж, и ты сможешь купить любую пушку и корпус, которые были в классике. Ты сможешь сделать это за кристаллы, там не будет никаких танкоинов. Я сейчас пытаюсь все сделать так, чтобы там не было ни танкоинов, ни рубинов. То есть чисто только кристаллы. То есть все эти ощущения будут у тебя доступны. Но за премиум ты получишь немножко больше ощущений. Что это значит? А вот здесь я уже остановлюсь, потому что я пока не буду рассказывать, да, потому что это все еще нужно внимательно посчитать. Я все это долго рассказывал, как раз, чтобы ты понял, чего я хочу от этого добиться. Получится ли у меня это, я не знаю. Главное, что я все очень сильно хочу, чтобы это получилось. И я не хочу сделать так, чтобы игрок пришел и типа без денег мне тут ничего делать. Не. Ты пришел, у тебя нет денег, ты можешь поиграть, потому что это часть классики. Вся классика, которая была доступна тогда, должна быть бесплатной. Согласен со мной? Я немного запутался в плане подписки. Допустим, я покупаю подписку, захожу... Но что она должна давать, я тебе все еще не сказал. И я вот не скажу, и мы пока с тобой остановимся, потому что это разговор будущего. Давай скажем. Без подписки, если захожу, то я все равно могу донатить? Конечно. А с подпиской уже там секретная информация, да? А пока секретная, но что-то будет, чтобы было еще лучше. Не, но в плане того, что если будет и подписка, вариант играть с подпиской без... Главное, что я не pay to win. Это уже интереснее. То есть, если... Да, именно интереснее. Вот это вот я хочу объяснить, понимаешь, что это не, это не pay to win, но это вещь, которая... Ладно, давай пока потом. Это будет классно, поверь мне. Это не в духе, это не paywall. Ты сам как думаешь, вот как на это отреагируют игроки? Я уверен, они обидятся, они подумают, что это плохо, поэтому я уверен, что так и будет, потому что я имею в виду, я все время сработаю с этой аудиторией. Я тоже про это думаю, ну, типа, они прямо офигеют, что, типа, какую подписку, Орех, дай нам танки классик, мы хотим именно в их играть. Поэтому она и будет называться подписка, это будет премиум. В танках классика был премиум? Есть премиум, да. Блин, ты так бы и говорил, что это будет танки премиум, а не танки подписка, а то танки подписка, это, знаешь, широко, хорошо. Они не так понимают тогда игроки уже. Я сейчас не игрокам, да, я понимаю, что я должен был объяснить игрокам, но я сейчас говорил о более абстрактных темах, потому что нужно с этого начинать, а более конкретно, да, я хочу, чтобы это было дешево, чтобы это было справедливо, чтобы это был не pay to win, и при этом бесплатный игрок, который не пользуется этой подпиской, все равно получал себе полный экспириенс классики, который он мог себе получить. Насколько полный, насколько те вещи, которые я решил ограничить, допустим, будут считаться частью этой классики, я не знаю, тут уверен, мы поспорим, но игрокам, которые это услышат, я скажу так. Ребят, у этого есть определенные серьезные плюсы. То есть даже когда ты, там, не знаю, подписку за 1 рубль будешь покупать, то мало того, что ты это не пиратская версия, это официальная версия, значит, мы имеем перед тобой некоторые обязательства, да? Но и тебе будет более качественный проект, потому что за счет этой подписки мы сможем планировать, что мы будем делать с ним дальше. Наверное, пока остановлюсь так. У этого есть плюсы, а о конкретных плюсах... Вот давай даже так. Игроки обидятся.
Я уверен, не обидится за многие, хотя, с другой стороны, я не считаю, что все. Смотри, потому что аудитория классических танков сильно выросла, и они, я уверен, уже хорошо понимают, что за качество, за те качественные ощущения, хочется иногда даже заплатить, чтобы быть уверенным, что это качество останется. Согласен? Да. И если мне предоставят такой выбор, то я бы скорее даже поискал место, где мне нужно хотя бы 100, там, 250, не знаю, сколько рублей положить, но я был уверен, что это как бы не мне деньги в карман засунули и вытащили, чтобы меня монетизировать, а потому что это пошло на дело, ради которого я пришел. И я считаю, что наша аудитория с тех пор повзрослела достаточно, чтобы понимать, что это пойдет на пользу проекта. Еще раз скажу, монетизация — это танки онлайн. Танки классика — это про другое. И когда вы покупаете премиум в танках классики, вы тратите эти деньги на поддержание классики, классических ощущений. Вот вы должны это четко понимать. В общем, друзья, вы можете и так играть и без подписки в танки классик, бесплатно зайти, играть, но есть предложение по подписке. То есть это дополнительно вам будет, как прем-аккаунт, давать некоторые плюшки. То есть нет такого, что только по подписке. Такое вот обобщение мы ведем, чтобы было, да, чтобы всем понятно было, да. А теперь давай о выводе из всего этого. То есть что мы с тобой обсудили? Мы с тобой за это время обсудили, что такое классика, что классика у каждого своя. Да. Вот давай вот вывод от разработчиков. Для разработчиков классика какого года все-таки? Вот промежуток времени какой для разработчиков, вот, для тебя? Как у игроков. У нас у каждого своя. Вот лично у вас. То есть это 13-15 год плюс-минус или все-таки... Лично для вас ты сейчас со мной говоришь или с разработчиком? Ну, я не как... могу за всех разработчиков. Давай с тобой. Ну, с тобой мы же диалог ведем. Да, я даже сам не знаю, понимаешь? Я вот как игроки, вот я вижу то же прикол. самое, что вижу среди нас. Но вот давай это и зафиксируем, что классика — это какое-то абстрактное ощущение, начиная примерно с 2013 года и заканчивая примерно временем выключения флеша. То есть главное в классике? Это вот тот самый интерфейс. Я его вижу, значит, это классика. Я его не вижу, это не классика, все просто. Матчмейкинг — не, это не классика. Пушки, корпуса — не знаю, у кого как. Самый основной вывод, что эта граница плавает. Да, для всех. Что она плавающая для всех. И это и есть определение. Но до ребаланса мы не трогаем. Ну, до ребаланса, я считаю, слишком давно. Это тяжело это делать. То есть точно не до ребаланса, не классика. Классика — это важно. Это не то, что все запутывает. Это, наоборот, важный момент. Что классика у каждого своя. И каким-то образом классика должна для каждого это свое принести. Как лично я считаю, она должна это сделать. И сейчас я к этому, собственно, и подвожу. Она должна взять все лучшие решения, которые были за это время, даже до ребаланса. Почему я говорю про до ребаланса? Потому что мне нравятся танки до ребаланса именно по прогрессии. Но вот модификации, что пушка Смока может играть против пушки Грома на одной карте, да? Мне нравится из более поздних танков. Мне баланс нравится, разумеется, из более поздних танков, чем из танков до ребаланса. В общем, друзья, разработчики будут придерживаться версии из до ребаланса, какую-то часть будут брать, с новых танков будут часть какую-то брать, но придерживаться, опять же, рамок. То есть не будут выходить за рамки овердрайвов устройств, все будет в одних рамках, но по чуть-чуть. Оттуда, грубо говоря, ремейк танков онлайн получается. Танков классик, точнее. Мы к этому и ведем. То есть, получается, это не какой-то год. Это именно ремейк игры. А ремейк игры — это не означает, что это, ну, знаешь, типа мы просто достали старую версию и запустили. Нет. Многие так и думают, кстати. Что вы можете взять старую версию, почему вы просто не запустите, да и все. Что вам мешает? Да, я тебе рассказал до этого, почему это мешает. Да, мы обсуждали флеши и все такое. Да. Но что означает ремейк? Ремейк — это не та версия, которая была конкретно в какой-то год, но наоборот, это еще лучше, потому что это версия, которая отбрасывает вот эти рамки, и, как я рассказывал тебе про краски, как рассказывал тебе про прогрессию, когда мы можем взять, например, разделенные краски и резисты, но использовать модули с логикой до ребаланса, чтобы получить те ощущения. Мы можем так поступить с пушками, мы можем так поступить с устройствами, скинами, с версиями карты всем на свете. Мы должны из классики сделать ремейк, который приведет вот всех этих людей, которые сейчас не могут договориться. Грубо говоря, вот давай приведу пример. Я там смотрю YouTube, я знаю одного чувака, который говорит, что зачем вы беретесь за классику, если вы все равно не сможете сделать. Почему? Потому что мы вот тут спорим, как должны падать золотые ящики. Они должны либо падать без сирены, либо с сиреной, либо на зоны, либо без зон, либо на 700 фонда, либо не на 700 фонда. Я такой на это смотрю и говорю, ты совершенно прав. Почему мне просто не сделать это опциями в настройке карты? Это гениально.
Этого никогда не было, но это то, чего мы хотим, да ведь? Вот мы такую классику хотим. Вот, друзья. То есть, смотрите, разработчики у нас не просто они хотят какую-то классику, которую они хотят ввести, они хотят взять лучшие наработки, и из тех моментов, которые вам нравятся, они хотят взять доступные функции. Они могут их в настройках отключать, включать, чтобы эти функции были доступны, чтобы вы их включали, выключали. Даже не мы. Я хочу, чтобы это делали вы, чтобы вы меня не трогали. Не трогайте меня. Вы это делаете, создавая бой. Просто для меня это было удивительно, что мы так сами сможем делать. Я просто думал, что это будет настолько геморройно вам так это разрабатывать, но если вы так действительно хотите сделать, это будет очень круто. Да не, господи, это действительно галочка. Просто сейчас в текущих танках у нас есть представление, чего мы хотим, а из этого следуют настройки битв. Но для классики, тем более, что если вы будете покупать ее по подписке, допустим, да, для меня это перестает быть важным. Я могу дать то, чего вы хотите. И я поэтому и говорю про подписку, потому что это имеет смысл. То есть давай с тобой еще раз зафиксируем. Танки классика — это не какой-то год. Танки классика — это ремейк, который гарантирует нам, что мы получим все самые лучшие обновления и сможем выбросить все самые не лучшие обновления, которые были за все время существования танков, начиная с 2009 года и заканчивая, допустим, там, не знаю, да хоть сегодняшним годом, почему и нет. До сегодняшнего года... Ну хорошо, давай годом, не знаю, 2020, когда закончился флеш, по-моему. Не, ну да, может так. Я просто к тому, что чтобы не было у людей таких, знаешь, опасений, чтобы там устройство вытащили, там еще там что-нибудь. Я потом, понимаешь, я просто, чтобы зрители тоже понимали, я не открываю сейчас все свои карты. Я не говорю, что происходит с устройствами специально. Я не говорю, что происходит со скинами специально. Я говорю о том, что будет ремейк. А как ремейк поступит с этим, я уже на примере, вот, допустим, вот этих голдов или прокачки хочу показать. Ремейк позволит найти решение, о котором вы не думали, и вот чего я от вас хочу, когда вы все это послушаете. Исходите не из лучшего года, потому что вы бесконечно спорите, вы должны это увидеть. Вы спорите, и вы не можете его найти, потому что его не существует. Каждый год есть вещи, которые вам нравились и не нравились. Спорьте не про это. Да, пожалуйста, спорьте вот про другое. Про вещи, которые вам четко нравились, и вы бы их хотели видеть, и вещи, которые вам не нравились, и вы бы их не хотели видеть. Вот это реально вот может повлиять на решение, которое примем мы. И опять же, тут, знаешь, вот типа, когда люди спорят, и то такая версия, то такая версия, я как разработчик всегда вижу одно. Если разработчик говорит, что будет такая версия, то даже если ты не согласен, ты будешь в нее играть, потому что в нее все играют, да? Да. То есть в какой-то момент я обязан буду прийти и сказать, я как художник, условно говоря, вижу проект классику таким образом. Но пока это не сформировалось, пока, грубо говоря, фундамент еще не застыл, пока еще дом строится, у вас есть возможность не спорить за какой-то год. Мне ничего не говорит год, который вам нравился. Я понятия не имею, как вы там играли, сколько вам было лет, как вас звали и кто вас нагибал. Да. И что вы покупали. Да? Мне другое интересно. Какие вещи из классики вы помните как хорошие, какие вещи вы помните как плохие. Исходя уже из этого, я смогу принять решение, что я могу до вас донести из того, что есть, а что я не смогу. Ну, опрос от разработчиков же будут какие-то дополнительные. Это же не только на ютуберах будет держаться. Может будут, может нет. Я не буду ничего говорить. Я говорю так, смотри, забудь об этом. Ты, как ютубер, у тебя есть твоя аудитория, у тебя есть вопросы, которые ты можешь задать, ты можешь увидеть, что они пишут. Поверь мне, мы читаем. Я вот сейчас тебе вот эти сложные мысли доношу тут сколько уже, 2-3 часа, да? Да, очень долго. Я могу так поговорить с каждым игроком, но вас так много, что меня никогда на это не хватит. Просто понимаешь, прикол в чем? В том, что у вас на сайте у всех плюс-минус будет один и тот же результат. То есть... Нет, вот в том-то и дело, это самое интересное. Ты думаешь, результаты что нет? между вами отличаются. Есть пользователи, которые... Серьезно? Ходят, да. Есть пользователи, у которых сконцентрированы на одном решении. Как это? Смотри, ютубер и его аудитория, они влияют друг на друга. Ютубер влияет на свою аудиторию, они принимают его решение, а аудитория влияет на него. И вы все-таки кластеризуетесь. Ну, взять пример, допустим, когда выйдет танки классик, там, допустим, я делал вариант 2010 год, 2015. Голосует большинство за 2015. То есть ты можешь сказать, отлично, что у другого... правильно делай. Но мы это голосование проводить не будем. У другого ютубера по-другому может быть? Да, совершенно верно. Да ладно, мне кажется, у всех одинаково, блин. Может быть по-другому. И он своим мнением может повлиять. Это сложно, это простая вещь. Именно поэтому я, наоборот, не хочу влиять на аудиторию словами типа «Какой год вы хотите проголосовать?» Вот это единственное место, где вы можете проголосовать. Нет, я хочу услышать ваши ощущения. Я хочу, чтобы вы вот поговорили, написали, обсудили. Именно поэтому, грубо говоря, проект не запустится в этом году. Ребята, у вас есть время. У вас есть время, обсудите. Пожалуйста, именно это обсудите. Там, где вам комфортно. Мы найдем, мы сможем собрать. Не переживайте за нас. Мы услышим. Мы все время вас слышим. Вы просто... Есть разрыв, что мы вас слышим, но мы делаем то, что нам нужно, но при этом мы обязаны вас все равно слышать.
Это тяжело это объяснять, но, грубо говоря, да, нас мало, и мы не можем все наши решения до вас четко донести, но, тем не менее, мы все эти решения видим, обсуждаем, спорим внутри. Но некоторые вещи, как знаешь, чтобы, я, наверное, слишком сейчас абстрактно скажу, но чтобы художественное произведение правильно на тебя влияло, ты не должен рисовать на этом художественном произведении. Или должен, зависит от произведения. Танки онлайн — это то произведение, которое, оно дает на тебя больше инпута, чем ты в него. Можно с этим не соглашаться, но это то, как работает конкретно это произведение. Я сейчас говорю, что есть маленький способ, если вы вот здесь в комментариях к этому видео, на стримах и все такое обсудите это. Это может на это чуть-чуть повлиять. Мы не будем переходить эту границу и говорить, вот как вы скажете, так и будет. Нет, есть много разных причин, почему не будет. Но мы точно совершенно смотрим, наблюдаем, мы видим каждого. Мы точно так же, чешем голову, когда ютуберы делают перезаливы своих старых видео, и у нас есть некоторые вопросы к этим ребятам, допустим, да. Даже вы это замечаете? Ты что, слушай, я 10 лет танками занимаюсь. Ты что думаешь, я не узнаю старые танки, которые вышли, допустим, даже 3 месяца назад? Я узнаю их. Мы даже за этим следим. Мы следим за комментариями, мы следим, какие видео выходят, что в них говорят, как их потом обсуждают. У меня есть закрытые разделы на форуме, у меня есть отдельный Дискорд-канал с людьми, которые в чем-то разбираются. Есть куча способов это все обсудить. Мы в курсе, что происходит. Нам совершенно не пофиг. Невозможно работать. Сколько? 15 лет танком. Невозможно 15 лет делать проект и на него совсем наплевать. Давайте сразу скажу. Не сразу, это уже 3 часа говорим, да. У нас могут с вами отличаться мнения, да. У нас может с вами отличаться представление о том, куда танки должны двигаться. Да. У нас могут с вами легко отличаться, как и между вами, отличаться версии, которые там, и баланса, и механики, которые там есть. Мы, как разработчики, обязаны всегда выбрать один какой-то вариант. И часть нашего инпута — это, разумеется, что мы можем, на что у нас хватает денег, но какая-то часть — это и ваши голоса. Если бы нам было наплевать, проект бы кончился давно, очень давно. Невозможно работать 15 лет над проектом и наплевательски к нему относиться. У нас немного другое мнение, но именно поэтому мы обязаны слышать ваше мнение постоянно, и мы слышим, и мы им делимся, и мы за ним внимательно наблюдаем. Просто давайте так, если я начинаю прямо говорить с кем-то из игроков, этот игрок слишком быстро пытается воспользоваться ситуацией и сказать, что рельса, допустим, должна наносить 2 раза больше урона, чем она наносит сейчас орех как охрик. Это непродуктивный разговор. На мой взгляд, гораздо продуктивнее это когда вы между собой это обсуждаете, а мы сидим со стороны, внимательно наблюдаем, к чему это приводит. И мы можем сделать, например, такой вывод, о котором я сказал только что. Вы спорите, какой год лучше, и я вижу, что вы не можете договориться. И я вижу более лучшие решения. Это не сделать конкретный год, знаешь, типа 13-й год. Нет, не так. Я вижу более лучшее решение, это сделать совсем другой подход. Перевернуть стол и сказать: ремастер. Это то, чего вы хотите на самом деле. Я это вижу. Вот так вот. Вы этого не говорите, вы не можете этого сказать, но из вашего разговора со стороны видно, что вы хотите лучшее решение. Вы именно о них спорите, а не о годах. На этом, да, мы сегодня закончим. Мы обязательно прочитаем и посмотрим все стримы, которые снимут по этой штуке с обсуждением всех решений. Мне это самому очень сильно интересно. Да. Очень долгое интервью получилось. Да. Я пришел именно к тебе как раз потому, что я рассчитывал именно на такой разговор о сложных абстрактных штуках. Я понимаю, что ты хочешь знать конкретные вещи, всему свое время. А давай перед тем, как мы закончим, самый главный вопрос. Орех, когда же танки классик выйдут? Хоть как-то нам объясни, хоть примерно, хоть как-то, хоть что-то скажи нам, когда они выйдут? Когда танки классик будут готовы. Точно ожидайте не в этом году, в следующем году. Мы заранее предупредим, вы будете знать, когда он выйдет. Всему свое время, пожалуйста, проявите терпение. Сейчас пока еще не время. На этом большое спасибо. Да. Все, у кого хватило терпения. И я думаю, увидимся в следующем стриме. Я так понимаю, там некто Таспинс все еще ждет, когда я к нему приду и поговорю за прошедший год танков. Поэтому увидимся когда-нибудь еще. Ура танкам! В общем, друзья, вот такое вот жесткое, огромное, масштабное интервью получилось. Тут вы просто обязаны поставить лайк на это видео. Также спасибо Ореху за участие в этом интервью, за то, что он поделился такими вот подробностями, касающимися танков классик. На канал, друзья, на этот обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Вступайте в Telegram, Discord. В Телеграме у нас есть общий чат для общения. Можете туда зайти, задать какие-либо вопросы. Всем спасибо за просмотр.